Здравствуйте, дорогие друзья, любители шахмат. Приветствуем вас на третьем эфире, посвященном 20-летию матча на первенство мира, который состоялся в Лондоне между Гарри Каспаровым и Владимиром Крамник. Сам Владимир Крамник сегодня с нами на связи. Владимир, добрый день, привет. Ой, я себя Добрый слышу. вечер. И также на связи с нами гроссмейстеры Евгений Бореев и Жоэль Латье. Евгений, здравствуйте. Жоэль, Добрый вечер. привет. Которые Привет. были секундантами Владимира Крамника в этом уже далеком от нас событии, но не менее важном. Я напомню, что первый наш эфир был посвящен событиям в шахматном мире в 90-х годах, когда произошло разрушение устоявшегося цикла розыгрыша звания чемпиона мира. Второй эфир мы говорили о подготовке Владимира к матчу и о первых трех партиях, в которой в первой и третьей партии Владимир устоял в Берлине, а во второй партии в защите Грюнфельда одержал свою первую победу в матчах на первенство мира. Так, ну что, сразу к четвертой партии, да, Володь, не будем откладывать, а там уже все обсудим в Как, процессе. может, есть какие-то вопросы, отвечу, да, а так можем и сразу к четвертой. Ну, я бы предложил перейти, а то партий у нас много. Матч Да. длинный, а там в процессе уже тогда обсудим Да, матч, какие-то... кстати, был, я сразу скажу, да, что так информацию, наверное, все знают, но все равно матч был из 16 партий, ну, в итоге 15 оказалось, но по регламенту 16 партий, потом начали сокращать, вот следующий матч, вот с Лекко уже был 14 партий, а потом перешли на 12, и вот ждем, когда 10 будет. Не, а сейчас же 14 Ну, сделали. а сейчас опять Сейчас 14. опять, Ну, отлично, да. сейчас опять пошли Значит, в другую сторону. То есть они как-то да, амплитуда 24, качнулась в другую 16, сторону. 14, 12 и потом опять 14 сейчас. Нет, 20 было. У Каспарова с Анандом было 20, 20, да? по-моему. Если, Ага. если я не А с шортом? изменяет память. Да, так что... М? Что же? А с шортом? С шортом, По-моему, вот это 16. я не помню. Не, ну, как Я известно, short it was short, and it was short. Да, с шортом в любом случае матч закончится намного раньше срока по регламенту, который должен быть. Но мне почему-то кажется, что тоже было 20 партий А мне кажется запланировано. Но 16. 16, но не нет, важно. нет, они сыграли только 16 или 17, по-моему. А должно было быть 20, да, по-моему, так. Ну, так или иначе, да, то есть матч длинный, четвертая партия, в общем-то, только начало, по сути. И да, если что, или если хочешь, можем перейти уже Да, давайте доску нам к и рассмотрению. перейдем к партиям, посмотрим. D4, D5. D4, D5. Ну вот Каспаров сыграл D5. Я слышал, я уже не помню где, по-моему, как-то объявляли секундантов участники где-то недели за две до начала. И вот я узнал, что Харлов был в качестве секунданта у Каспарова. Я знаю, что он всю жизнь играл принятый ферзевый гамбит. И так у меня мелькнула мысль, что, возможно, этот дебют может встретиться в матче. Нельзя сказать, что я очень серьезно к нему готовился. Я считал, что по ходу игры, то есть по концепции этого дебюта, в принципе, он меня устраивает. Пару небольших идей, что я собираюсь играть в случае, если он будет, у меня было, но не более того. То есть такой какой-то серьезной подготовки. А ты ожидал, что он будет только Грюнфельда играть? Да, я ожидал, что будет только Грюнфельда, скорее всего. Но, ну, то есть, как обычно, что делают в таких случаях? Матч на первенство мира готовит один основной дебют и второй, так, на всякий случай, да, какой-то. Мне казалось, что логично было бы, ну, кстати, так и было, судя по тому, что мой соперник рассказывал после матча, в принципе, такая задумка и была. То есть был основной дебют Грюнфельд, и в случае чего, если что-то не пойдет не так, или же, скажем, нужно будет просто ничьи, уже доплывать на ничьих, тогда принятый ферзевый достаточно неплохой для этого дебют. То есть я так понимаю, что так и было. Другое дело, что получилось в матче, потом и защита Немцовича вышла на авансцену, но это уже было экспромт, да, я так понимаю, что задумка была вот именно такая, Грюнфельд и принятый, то есть в принципе, надо сказать, что я
подозревал, что так и будет. Но, конечно, не ожидал, что принятый уже во второй черной партии Каспаров применит. То есть тогда мне казалось, что это скорее как передышка, что он подремонтирует Грюнфельд и все-таки продолжит играть Грюнфельд. Это достаточно логично было бы, потому что каких-то концептуальных проблем я не поставил в первой партии. Ну да, он сыграл не очень удачную линию, где-то я прихватил немножко, получил получше, но нельзя сказать, что что-то страшное произошло, чтобы бросать дебют, который ты готовил очень серьезно на матч. Да? Мне так казалось, но оказалось, что защите Грюнфельда была дана уже отставка до конца матча. А вот Я тот об же этом самый, тогда кстати, не Харлов... подозревал. Мгм. Ага. Да, Да, я не уверен, что Каспаров тоже был к этому моменту точно знал, что он больше Грюнфельд не сыграет. Я тоже в этом не уверен. Вот тот же самый Андрей Харлов, секундант Каспарова в матче, говорил, что отставка защите Грюнфельда была дана по психологическим причинам. А что вот ты вот как человек, который сыграл 4 матча на первенстве мира, это что за причины такие? То есть, ну, проиграл одну партию, опять же, по дебюту ничего страшного. То есть, или просто ему казалось, что характер борьбы его не устраивает. Что, почему? Ну да, это не совсем, я не могу сказать, что это чисто психологические причины. Бывает такое, что ты дебют, который ты серьезно готовил, намечал играть, потом в последний момент начинаешь менять это. Просто тут обычно какая-то смесь и психологических причин, и шахматных причин, и ты рассчитывал на что-то, одну какую-то систему, а твой соперник играет систему, которая тебе неприятна, характер борьбы, и ты понимаешь, что это будет, скорее всего, стоять в каждой твоей черной партии, и ты поанализировал, что-то все время что-то не нравится, вроде бы и равенство, а тип игры не нравится. И вот, да, то есть это смесь, конечно, Я думаю, что если бы я играл какую-то другую систему, может быть, более обоюдоострую, то этих психологических проблем бы не было даже в случае поражения, да, в одной партии. А тут вопрос был не только поражения, а вот того, что характер борьбы ему не понравился. Хотя в любом случае, я думаю, что это было ошибочное решение, на мой взгляд. Понятно. Ну хорошо, тогда... Слушайте, я вспомнил так коротко. Мне кажется, что очень хорошо Грюнфельд шел у Каспарова в турнирах, блестяще получалось. И что-то у него в матчах с Грюнфельдом не складывалось. Он с Карповым очень неудачно играл. Думаю, что какой-то, вот знаете, это совокупность факторов, вот как Володя говорит, сложил все и вот вспомнил все негатив, вроде все по дебюту с Карповым было нормально, тировал, начинает играть и потихоньку проигрывает. И, видимо, решил не наступать на граблю второй раз. Да, я вот с Женей согласен. Я когда изучал его творчество, конечно, его все поединки, и турнирные, и матчевые, обратил внимание на то, что в матчах у него Грюнфельд шел тяжело. Но, правда, в этом есть логика, потому что, во-первых, в матчах соперники посильнее, да, то есть ты все время играешь с очень сильным соперником. А во-вторых, ну, готовится очень серьезно, да, к тебе, то есть очень серьезно демонстрирует подготовку. И Грюнфельд, при том, что дебют хороший, но в плане игры очень непростой. Все-таки у белых центр часто, и у черных все-таки цена хода высокая. То есть, если ты делаешь какую-то неточность, то если в ферзевом гамбите просто, ну, немножко хуже, может, получаешь, но ничего страшного. В Грюнфельде у тебя сразу прилично хуже, стратегический риск выше. И поэтому, когда соперник сильный и хорошо готов, то, наверное, Грюнфельд такой дебют непростой для матча на первенство мира. Я, кстати, могу сказать, что потом вот был матч Топалов-Ананд, и то же самое было. Вроде Ананд получал неплохие позиции, вроде бы по дебюту с Грюнфельда, зачастую. Хорошо был готов, а, в общем, результат был не блестящий в Грюнфельде. То есть, и он в последней партии перешел, наконец, на ферзевый гамбит, выиграл ее и остался чемпионом мира. Но, видимо, какой-то такой проклятый дебют для матча на первенство мира. Да. Что-то он пока не получается ни у кого в таких матчах. Хотя, объективно, по-моему, хороший дебют. Ну да, если можно сделать вывод... Сейчас, Жень, извини, пожалуйста, если можно сделать вывод о том, что защита Грюнфельда это не дебют на матч на первенстве, то ферзевый как раз уже 100 лет называют дебютом матча на первенстве мира.
Да, да, я согласен. И, кстати, он и по статистике хорошо стоит в матче на перстомера. То есть Ферзевый гамбит обычно всегда хорошо держался у многих шахматистов. Да, хотя не знаю почему, это какая-то уже мистика, потому что ничуть не лучше Ферзевый гамбит защиты Грюнфельда. И защита Грюнфельда вообще отличный дебют, очень сложно белыми хоть что-то там получить, и зачастую черные уравнивают, но в итоге как-то вот в игре почему-то оказывается, что белыми играть как-то удобнее, проще, я не знаю. Центр все-таки, да, все-таки если мы к основам возвращаемся шахмат, то, наверное, даже если позиция равная, но у тебя владение центром как-то вот играется легче. Все-таки человеку, по крайней мере. Поприятнее. Ну и я бы, может, добавил, что это дебют, где все-таки сложнее импровизировать, то есть цена ошибки выше, да, то есть если даже ты столкнулся с каким-то продолжением от соперника, там, который, ну, как бы, естественно, не опровергает дебют, но просто ставить какие-то новые позиции, какие-то новые проблемы, в них бывает сложнее разобраться, то есть, ну, в таких более, скажем так, классических человеческих дебютах, типа защита Немцовича или Ферзевый гамбит, в принципе, можно как бы на хорошей интуиции, как бы на понимании игры, ну, выплывать и, в принципе, иметь, ну, игровую позицию. В Грюнфельде можно, в принципе, ну, ценой одной ошибки может быть просто получение там, ну, тяжелой позиции. Поэтому мне кажется, что тем более после того, как он проиграл вторую партию черными, понимал, что белыми он вообще не понимает, как получать перевес. Ему очень хотелось выходить из того положения, где он просто должен выжидать, какой будет следующий удар со стороны Володи и его лагеря. Кажется, он хотел ломать вот этот вот ход просто матча. То есть в целом это Да, достаточно хотя оправданно. больших ударов не было подготовлено, надо сказать. Ну, Но он-то не знал об этом. Такие маленькие укусики, да, такие комариные, но иногда и они могут быть неприятны. Ну что, давайте посмотрим грандиозную битву. Такая партия заслуживает как бы статуса матча за звание чемпиона мира. Ну, трудно сказать. То есть были и очень сильные ходы, и довольно грубые ошибки. Очень такая партия, но интересная. Не самая лучшая по качеству в общем и целом, но очень интересная. Хотя ничего не предвещало поначалу, потому что вот этот принятый Ферзевый, конь f6, там А6, рокировка, конь f6, dc. Ну, на самом деле интересно получилось. По сути, я ввел в такую широкую практику этот ход. То есть сейчас, ну, долгие годы и до сих пор белые, конечно, наперевес так играют. То есть до этого все играли на ничью. Ход dc, просто чтобы все разменять и сделать ничью. Да? И так получилось, что я играл в 92-м, кажется, году в Open турнире с Немой Рожковским в первом туре. И как-то сыграл принятый Ферзевый, он побил dc, но я понял, что он хочет отсушить, наверное, ничью просто сделать. Очень мне неприятно было. Я как-то там взял на c5 и, ну, думаю, что делать, как-то на выигрыш, как тут поиграешь. Трудно довольно, начал думать, но и пока я думал, я вдруг начал неожиданно понимать, что, в общем-то, и уравнять-то не так просто черными. То есть не то, чтобы это вот совсем легкое равенство, да. Но я, тем не менее, легко сделал ничью, без всяких проблем, потому что мой соперник не очень-то и пытался выиграть, разумеется. Но вот как-то в памяти это осталось, что dc, что как-то вот удивительно, не так все просто было после dc. И я начал немножко смотреть и чуть-чуть начал играть dc слегка. И вот в какой-то момент это стало уже серьезным оружием, где-то в конце 90-х многие так начали играть, и действительно у черных есть проблемы. То есть все-таки получается, что у белых практически 1,5 лишних темпа. То есть один темп за счет белого цвета, второй за счет того, что ход А6 белые все-таки А3 не обязаны играть. И все-таки в симметричной позиции это имеет какое-то значение, да. Поэтому уравнять не так просто. В общем, черные мучились после dc довольно долго. Сейчас уже похоже, что уже нашли какие-то четкие пути к уравнению. Но не один год мучились черные. Вот Женя, помню, у Широва выиграл так тоже, сразу после матча. То есть сильные шахматисты тут проигрывали черными. Не так все просто, одним словом. Свидлер тоже мучился здесь. Да. То есть, да, многие мучились, да. Я как-то в быстрые шахматы Карпова обыграл тоже в этом. Это очень ядовитый такой вариант на самом деле. И конь bd7.
Да, и я тут какой-то другой план применил. Я до этого играл, вот в том числе ЖЛ, по-моему, с тобой мы как-то в быстрые шахматы играли. Б3, слон Б2 я применял план. Очень логичный. И черные как-то Б6, слон Б7 играют, там белые слон Е2 отходят. То есть получается позиция А6 ход не сильно полезный. Практически у белых ну, почти 2 лишних темпа, но все-таки позиция симметричная и аккуратной игрой черные все-таки уравнивают здесь при правильной игре. И потом вот кто-то придумал, я уже не помню кто, может и я, может ты, Жень, даже, да, какой-то план, попытка выставлять пешки F3, E4, то есть сбить слона с C5, то есть это совсем тогда был свежий план. Да, вот конь B3. Я так играл слон... с Рублевским. Да, ты так играл. Я не уверен, что это я придумал. Я, наверное, придумать ничего не могу. Скорее всего, украл у кого-то, но выдал за свое. Ну, Ну так вот, это, то есть это и другая есть придумать. концепция игры. Да. Другая концепция игры. Очень логично. Ну, черные слон b7 играют, и белые выставляют слон b7 должны, раз уж b6 пошли. И белые выставляют вот эту пешку на e4 как барьер слону. И, ну, позиция, конечно, ничего страшного у черных нет, но все-таки у белых побольше пространства и потенциальная игра на ферзевом фланге, то есть черными надо уравнивать еще. Все далеко не так просто здесь за черных. Я думаю, Каспаров, я уже не помню, он немножко думал, не то чтобы это был совсем для него новый план, но вряд ли он был уж очень к нему серьезно готов. То есть так вот примерно прикидывал, мне кажется, что делать в таком случае. Но не более того. Значит, как-то слон Е3, ну, пока все логично развивается, короля подтягивает, да, что-то я тут, да, вот этот план, по-моему, вот это было уже точно новая попытка, до этого как-то пытались ладья c1, где-то играть там, менять ладьи, чуть-чуть подавливать, но близко к ничьей все-таки позиция. Черный потихонечку аккуратно уравнивает король Е8, а вот этот план конь d2, он такой более агрессивный, что ли, то есть как я сыграл. То есть я не хочу менять слишком много фигур, хочу поставить коня на c4, где он будет давить на пешку b6, а если черный этому препятствует ходом b5, то неожиданно конь обратно идет, конь b3 и конь a5. Конь начинает заходить на тот фланг, где-то белый а4 играет, то есть от черных требуется точность такая, да, позиция явно не в стиле Каспарова, хотя, в общем-то, он может любые позиции сильно играть, поэтому нельзя сказать, что это прям вот он выбит из колеи, но тем не менее точность нужна определенная. Но он достаточно неплохо играл до поры до времени, конь Е5. Проблема в том, что этого коня сбить трудно, он немножко так шатко стоит, пешка Б начинает испытывать какие-то трудности, пешка на b6, но сбить его трудно, потому что после f4, во-первых, черные имеют ход конь g4, во-вторых, пешка e4 ослабляется, да, то есть f4 не так просто провести. Но, кажется, да, на конь e5, по-моему, я сразу начинаю использовать тот факт, что пешка на b6 теперь под боем, конь b3, нападаю на пешку. То есть здесь, например, стоит черная пешка на a7 вместо a6, вообще не было бы ни малейших проблем. То есть да, но тут пешка b6 подвисает, немножко так неприятно. Приходится как-то вычурно ее защищать, чуть ли не, по-моему, ходом ладья c6, по-моему, да, он сыграл, за неимением лучших ходов. Да, что тут дальше было? Одну ладью я все-таки поменял. Да, и как-то начал думать, как усиливать позицию. Ну, да, дело в том, что я могу, конечно, пойти ладья c1, но когда поменяются все ладьи, очень трудно будет реально на что-то рассчитывать. Без 4 ладьей. Ну, то есть разменялся, пошел конь d7, наверное, конем с f. Ну и здесь уже очень близко все к ничьей. Да, все-таки без ладьи очень мало ресурсов. Да? А с ладьей как-то, тем более ладья на c6 с одной стороны линия c, с другой стороны она все-таки прикована к защите пешки b6. По идее мне не стоит ладьи менять. Соответственно, я начал так вот потихонечку захватывать пространство. Хотя, признаюсь, ничего серьезного это не дает. То есть это больше такая психологическая атака.
Ну, Каспаров, я замечал, он не любит такое пассивное, чуть худшее окончание. Дело, конечно, тут дело вкуса. Например, тот же Лека, он бы просто смеялся бы в лицо, сидя, играя эту позицию. То есть просто не понимал бы, что вообще, что я хочу. А Каспаров, он побаивался таких позиций, он не любил их. И где-то вот его решение, его такая немножко нервная, что ли, рваная игра, вот на следующих ходах, она была связана с тем, что ему она, в принципе, вот не очень нравилась, да, вот такой тип игры. Соответственно, G4 пока. В принципе, у белых-то немного ресурсов здесь по-хорошему. То есть, кроме надвижения пешек, я должен остановить ход G5, конечно. Черные хотят просто G5 пойти, после чего у них будет сильный конь на E5. Это логично. H4, ну, здесь на самом деле можно, например, конь E8 было сделать ход. Конечно, белые захватывают пространство какое-то, но с другой стороны ничего я не вижу страшного во всем этом. То есть, ну, наверное, белые G5 пойдут как-то. Может быть H5, я даже не знаю, G5, может быть черные пойдут H5, где-то пешка H4. Так или иначе, я подозреваю, что позиция очень близка к равной. На самом деле, если не паниковать, да, есть. Но, конечно, есть у белых потенциал. У белых есть потенциал в этой позиции. Все-таки слон на b7 не очень удачный, пешка b6 слабо, но он не сверхгромадный, этот потенциал. Как сыграл Каспаров здесь вместо коня e8? Слон c8. Слон c8. Это уже такой ход. Мне он, хотя ничего страшного, как-то он мне не очень нравится. Очень как-то так пассивно, на мой взгляд. Но ход как ход, ничего страшного. Да, слон c8. Как-то я там начал, ну что делать, у меня плана особого нет, кроме как немножко надвинуть пешки, пространство взять, что очень логично, конечно. АЖ, да, конь ушел, конь d7. Ну то есть идея хода слон c8 была в том, чтобы этот конь был защищен, и после f4 конь g6, чтобы был ход, чтобы не висел конь на d7. Ну, в принципе, вот так внешне мне позиция нравится белых, и во время партии мне нравилась. Я помню, что потом анализировал ее, компьютер, в общем-то, вообще не понимает, о чем я говорю, считает, что просто равенство и ничья. То есть, хотя так по-человечески удовольствие, по-моему, ну так опасно, немножко неприятно черными, да, вроде бы, пространство все-таки. Да, что я тут сделал? Конь f3. Конь f3. Да, и вот где-то, как сыграл Каспаров тут? Ладья c2, вот ход мы. Вот здесь ладья c2, да, вот здесь у него как бы вот он не выдержал, да, вот его, это тоже, это чистая психология, конечно, ход ладья c2, потому что, в общем, ничего толком-то страшного не грозило. Ну, конечно, есть какие-то у белых идеи, например, f5 появляется идея, но, в принципе, если сохранять хладнокровие, вместо ладья c2, например, сделать, ну, естественный ход король e8, то чтобы защитить коня, ну и просто полезный ход сделать. Теперь уже где-то уже хочет пойти ладья c2, и, ну там f5 есть какая-то возможность, ну там вроде ничего сверхсерьезного после f5 нет, то есть там аккуратной игрой черный уравнивает. Но Каспаров, вот он во-первых, любит в принципе активную игру, да, не любит пассивно стоять. Во-вторых, любит, чтобы ну, какой-то счет был вариантов. И ладья c2, на удивление, в принципе, нельзя сказать, что очень сложный счет. В общем-то, ход опровергается счетным образом. Да? То есть это меня удивило, потому что счетчик, он обычно очень хороший, динамику чувствует хорошо, но здесь он явно переоценил динамические возможности позиции черных. То есть ему показалось, что ладья по второй линии будет сильно, но такой четкий, в общем-то, беспристрастный расчет вариантов показывает, что после слон бьет а6. Может быть, он, честно, я тоже думаю, может, он немножко, что называется, так вот на психологию сыграл. Он, может быть, он думал, что я не пойду слон бьет а6, что я как-то аккуратненько ладья d2 сыграю, да, там на всякий случай покрепче. Он поменяет ладьи, ну и там совсем уже ничья, да. То есть, может быть, он считал, что я не рискну слон бьет а6, но как-то я в матче был готов все-таки принципиально играть, да, то есть я побил на а6, и тут, конечно, начинаются счетные варианты, ладья а7 где-то, да, тут, иначе, конечно, у черных было бы здорово, где-то он слон c8, видимо, должен, да, отходить. Не, он слон b5. Нет, слон b5, да, слон b5.
Ну, тут вариант очень... Так-то понятно, что если черные сейчас выйдут, у них два слона, ладья активная, но очень прямая игра начинается, да? Значит, как там было? F5. F5, да. F5, ну, просто в темп не получается у черных. Да, у черных не успевает темп в темп. Я не знаю, что именно он не досчитал. Может быть, он считал, что вот здесь ладья E2 он ходит, да? Вот я подозреваю это, и что он увидел этот ресурс ладья E2, и в случае отхода слона конь f4, там на шах слон e8, и где-то здесь остановился, посчитал, что материала уже мало. Ну, в любом случае, по 3 пешки осталось, фигуру он вроде не теряет, ну и как-то посчитал, что ладно, не проиграет уж как-нибудь. Но вот получилось, что я как-то дальше посчитал, и после конь fd4, видимо, он недооценил этот ход. Неожиданно оказывается, что у черных очень серьезные проблемы, потому что на ладья бьет e3 теперь, ну, видимо, он зевнул конь fd4, да, и на ладья бьет e3 конь бьет b5, и оказывается, что, да, что, в общем, с фигурой проблемы, потому что грозит мат по 8, нет хода слон c5 из-за того, что конь на b3, да, и, в общем-то, ему приходится фигуру отдавать в этой позиции. Соответственно, Да, это не проходит, да, потому что на отход коня ладья 8 шах следует. Соответственно, ладья Е1 шах. Может он видел конь fd4, здесь не досчитал до конца, потому что все-таки надо понять, что вот перед ходом ладья c2 надо все-таки очень далеко посчитать, да, то есть сколько уже ходов сделано и сколько еще надо вперед посчитать, Ну да. 7 чтобы ходов. было четко понятно. Ну да, еще несколько вперед, да, то есть шах, король f2, шах, король g2, именно конь h4, шах, король h3. Да, и вот только где-то здесь становится понятно, что он по темпам просто не успевает. Да, еще на конь бьет f5, конь бьет b5, ладья 8 шах, ладья h1 шах, король g4. Еще Да, раз, если конь бьет f5, конь f5. да, то конь бьет b5, А, конь бьет b5. Ага. конь бьет b5, да, на ладья f3 шах, король g4 есть ход. Здесь Да, висит. то есть, да, и по 8 все время шаг грозит. А на взятие на e3, да, если вместо ладья f3 шаг взять на e3, нет, заход до этого, да, вот здесь, то ладья 8 шаг, ну и как бы слона приходится отдавать. Лишних То есть я подозреваю, что все-таки вариант довольно длинный, еще и с разветвлениями, соответственно, что-то он тут не досчитал. Слушай, Да, Володя, а мы что... вот в книге нашей «Записки секунданта», которую мы с Женей написали, в частности, в основном по этому матчу, у нас тут ее цитируют сейчас в чате активно, параллельно с твоими размышлениями. Вот критиковали, ну, Женя критиковал ход король f8. Сейчас вот как-то видно, да, что король неудачно здесь стоит, все время под матой тут попадает. Ну, король f8 был сделан еще ходу на 12. Ну да. Как бы, конечно, трудно было в тот момент предположить, что он попадет под мат. Да, как-то ничто не предвещало того еще. Поэтому, в принципе, ну просто другое дело, ну так получается иногда в партии. Ну, ход был логичный, разумный. В тот момент он был очень адекватным, но кто же знал, что король будет стоять под матом, да? Володя, а ты вот, ладья c2 это 25-й ход, а вот конь fd4, я так понимаю, ключевой ход во всем этом варианте, это у нас получается 31-й. То есть ты эту позицию до как бы конь fd4 досчитал, да, тогда? Нет, ну дальше. Но на самом деле потом компьютер показывал, что и слон бьет b6 тоже сильно. Хотя это очень странно, не выглядит так, но после слон бьет b6 у белых тоже большой перевес. Хотя мне казалось, что ну там как-то конь f4 у черных должна быть уж достаточно, не проходит. Ну или слон e8 сначала, это не принципиально, да? Слон e8, я все равно, по-моему, ладья a8, да, хожу? Нет, ты тут Насколько я слон помню. f2 на коня напал. А, вот здесь слон f2, да, слон f2. Конь. Ну, правда, здесь уже видно, что у черных нехорошо. Это уже видно, все фигуры не там стоят. Два слона, это, конечно, дело хорошее, но не в такой ситуации. Да? Конь g2. Да, и что тут дальше я сделал? Как-то я его Ладья А8. поймал. Да, ладья А8. И тут, да, получается, что все, в общем-то, просто на самом деле доминация у белых очень сильно доминирует фигуры. Я по большому счету хочу только конь b5, конь c7 пойти, но этого более чем достаточно в данной позиции. Значит, ладья f1, какие-то отчаянные попытки, король f3. Да, что там дальше было? Конь h4 шах.
король вернулся. Е2. Мгм. Да, Ладья и тут вот H1. как-то у него еще полей особо нет. Да, ладья H1, конь B5. И оказывается, что просто нет защиты от конь C7. Так-то вроде казалось бы действительно все, ну, более-менее так нормально у черных, но просто от конь C7 нет защиты. И где-то тут контроль уже, да, по-моему, близок к завершению был, насколько я помню. 40-й ход. Конь Как b5. раз 40-й, Мгм. да. Да, конь b5, да. И что там было сыграно, как-то, наверное, Слон он g5. да, побил От на g5. отчаяния. Но еще и повезло, конечно, слон g5 нашлось, что сразу не проигрывает. Хотя я, честно говоря, считал, что 40-й ход сделал, ну все, партия закончилась, по сути, да. То Мгм. есть я уже, ну что, слона просто забираю. Ну и оно так и есть, конечно, но на удивление находится вот этот ресурс король Е7. И на ладья бьет Е8 шах, король d7, да, не все так просто. Поэтому Мгм. приходится бить конем, и как, да, ладья Е8, король d7. И там как-то на слон бьет b6, конь бьет f5, все не так просто неожиданно. Потому что очень мало пешек все-таки осталось, да, это все-таки большое. Ну, там еще может слон f4 тоже есть ход. То есть приходится бить конем на e8, Мгм. да, вместо ладьи, как я и сыграл. Да, конь бьет e8. Тут, конечно, неудачно конь стоит, да, и конь бьет f5, наверное. Так Да, и конь логично, f5. да, он сыграл. Да, и получается позиция, ну, как бы понятно, что у белых выиграно. Сомнений нет, но все-таки одна всего пешка, и какие-то у меня фигуры очень, очень плохие, да. Мгм. И тут слон бьет b6, да, как сыграл там Каспар, король Король d7. d7, это все единственный ход, потому что грозило слон d8 шах. Я тут надолго задумался после король d7. Ну, конечно, сначала хотелось, да, как в таких ситуациях, хочется выиграть просто и сразу, да, Мгм. как-нибудь вот так вот, чтобы закончить партию, потому Мгм. что, ну, что, все-таки фигура лишняя, что там. Но вот я как-то не находил совсем простого. И тут вот начал делать ошибки, связанные с тем, я думаю, что, ну, во-первых, конечно, меня немножко вот как бы шокировало такое вот начало матча, да, то есть я Мгм. уже веду +1, в общем, по всему уже выигрываю вторую партию, вообще +2 после 4 партий, полностью переиграл, пересчитал, то есть как бы и вот, видимо, началась какая-то такая, как часто бывает в таких ситуациях, ну, ощущение того, что вот как бы теперь не ошибиться, вот уже довести эту партию. Мгм. Я понимал важность второй победы на старте матча, то есть это просто уже удар очень большой и психологически, да, и Мгм. просто практически, да. Я понял важность и как-то вот хотел попроще, чтобы вот поменьше давать шансов. Хотя я помню, видел, самый четкий был выигрыш, конь c5 шах здесь. И я его видел, я как сейчас помню, конь c5 шах, король c6 и ладья h6, такой очень странный ход. Ладья Да, А6, ладья да? h6. Ну, настолько фигуры ужасно, да, ставить. То есть просто как бы у меня классическое мое образование, оно Мгм. вот я не видел защиты за черных здесь, но я как часто в таких случаях бывает, я пытался ее найти за черных, чтобы так не сыграть, да. Ага. И нашел, видимо, Как бы да? мне настолько не хотелось так фигуры ставить ужасно, да, Мгм. что я вот искал, ну, наверное, для приличия нашел какой-то вариант, где совсем сразу черный не проигрывает, и решил, не, я так играть не буду. Потому Мгм. что, ну, как-то, конечно, современные шахматисты более такие счетные, без комплексов, что называется, вот таких, да, наших таких, всех этих Советской интеллигенции. псевдоклассических комплексов. Ага. Да, до интеллигентских, там фигуры надо в центр ставить и так далее. Да, вот он бы просто так сыграл бы и вообще бы даже и не думал бы о том, что это выглядит странно, и выиграл бы спокойно партию. Потому что здесь, по сути, защиты нет у черных. Мгм. Но, правда, как я сыграл, тоже, конечно, достаточно. Но вот я начал вот потихонечку каждым ходом такие вот делать уступки, да, чтобы попроще выиграть. И, что называется, доигрался, да. Мгм. А4, ну, тоже логично, хочу просто опять пойти. Мгм. Да, как там дальше было в партии. Напал на коня. Ладья еще и H3, очень, побил. очень хороший ход. Единственный шанс, непростой ход, так отрезать моего короля. Мгм. Ход непростой, но очень сильный. То есть, конечно, здесь Каспаров начал защищаться блестяще. То есть, просто Мгм. единственные ходы находить, да, какие-то все шансы отыскивать, какие только есть. Хотя их немного, объективно. Значит, как там, видимо, шах, король c6, опять, да, наверное, в этом Мгм. идея. Ну, это я видел, что тут как-то вечного шаха нет. Там на конь d4 шах, по-моему, король f1, король убегает, а я там начинаю какую-то сам матовую сетку плести.
В общем-то, все пока по плану, все нормально идет. Шах, король d1, Ладья да, e7. как там сказал, ладья e7. Ну, как-то вот он цепляется, коня моего вырезает. С другой стороны, моя пешка А уже почти ферзь, да? То есть, как я там сыграл, теперь ладья c8 шах, насколько я помню, король b5. Ну, выглядит, то есть конь уже вышел, ну, на вид совершенно выиграно просто. Но на удивление, вот какие-то есть еще вопросы. То есть постоянно находятся какие-то ресурсы. Я сыграл конь e4, это было неточным. На самом деле выигрывала конь c7 шах здесь сначала. Король c4 и теперь конь e4. А в чем? Чтобы Но, еще конечно, вскрытый шаг был, все-таки, да? вот, да, ну как-то конь отдается, но там скрытый шах, вот как-то это четче выигрывало. Не знаю уж почему, потому что по-прежнему большой угрозы-то нет, да, там может слон и отойти, но, ну, понятно, что уже все-таки 6-й час, безумно напряженная партия, очень много считать пришлось во время этой партии. Конечно, усталость накатывала, плюс вот это желание как-нибудь покрепше, да, сыграть. То есть мне показалось, что конь e4 я посчитал очень так надежно, да, то есть практически форсированный вариант, он должен забирать. Но тем не менее, счет-то, конечно, все-таки тут считать-то надо, да, варианты. Взял, конь c7 шах, король b7, ладья бьет f5. Ну и я считал, что все, в принципе, это выигрывает просто. То есть как-то вот, ну, отчасти где-то даже не повезло, потому что, в принципе, я логично играл, хотел с минимальной контр-игрой выиграть, и кажется, что все правильно, но неожиданно после слон e3 выигрыш не так просто, оказывается. Хотя, ну, казалось бы, беру пешку на f7 где-то, ну, как-то вот по темпам все не так просто. И вот здесь где-то, да, ладья бьет f7, ну, кажется, вообще все уже. И неожиданно оказывается, что далеко не все. После ладья e7, ладья e5, если не изменяет память, может вообще уже ничья. Совершенно удивительная Ну, слишком позиция. мало пешек, да? Нет пешек. Ну, как бы все-таки пешку я защищаю, но получается так, что там как-то в вариантах она все время подвисает, не удается как-то ее толком защитить, да. То есть если я, да, вот после А6, по крайней мере, король Б6, ну, я как бы понимал, что есть какие-то шансы, но все-таки считал, что она должна быть выиграна, потому что он не может напасть на моего коня. Ну так, издалека, потому что на ладья c5 есть ход А7. И конь вскрыт. То есть все время пограживает А7 и конь со скрытым шахом. То есть он никогда не может пойти ладья c5. И, соответственно, я так прикинул, что, ну, да, можем вернуться вместо того, что я в итоге королем, на самом деле, мне трудно усилить позицию, но я подозревал, что я королем в район поля b8 просто пройду и спокойно выиграю эту партию, да, то есть король просто пройдет. Потому что он, но неожиданно кажется, что он не проходит. То есть тут я начал с ужасом вдруг понимать, что он как-то там ладью на А5 просто ставит. И я неожиданно начал понимать, что я не могу королем пройти. А почему? Да, король d2, ладья А1. И как-то получается там что на король... Да, сейчас, не, это очень важный момент. Ладья А1, и да, я вдруг понял, что не пройти королем пятую. Потому что как-то так получается, потому что если я ставлю короля на d4, он как-то ладья А5 и стоит просто. И я не могу пройти пятую. Да, прошел бы, там уже король доходит уже. И я в ужасе начал понимать, что ведь похоже, что ничья, на удивление. То есть у него там, и он должен ладью держать на линии А, насколько я помню. И у него одно поле там всегда есть. То есть я не могу его в цугцванг поставить. И как бы я помню, что здесь времени было, ну еще было, минут 10 до контроля еще было. Я как-то вот в холодном поту вдруг начал понимать, что, похоже, нет выигрыша в этой позиции. Слушай, вот а почему король не проходит, да. если он идет просто вот как-то, ну... Или просто его все время отрезают по четвертой Вот и ты знаешь, по пятой? не помню почему, но не проходит. Сейчас давай мы с тобой разберемся со всеми вместе, почему он не проходит. А Может, он не проходит? проходит, потому что как только я хожу король d3, он ходит ладья c1. Вот в этом проблема, да, что он просто теперь уже нападает на коня, когда ладья далеко, она не попадает под скрытый шах. Видимо, из-за этого ладья c1 и просто хочет взять на c7. И на а7 король бьет а7. То есть или же даже, да, нет, не попадает под скрытый шах. Или я хожу король c2, как я и сыграл в этой позиции. Он ладья, ну там как-то король c2, ладья а5, он может пойти ладья а5 здесь, король d3, да, если я начинаю туда бежать, вверх, король d3,
Да, Так. да. И обратно ладья А1. И снова король d4, ладья c1. Я на один темп не успеваю. То есть, стоя у меня Ну, король на это d5, да. наверное, я выигрываю, да? Мгм. А вот здесь я просто не успеваю. И как бы вот такое жесткое разочарование, я ищу выигрыш, не могу найти, не понимаю, как выигрывать. И я вижу, что он должен, ну, у него единственный шанс это стоять ладьей по линии А в этой позиции. Мгм. Да, после король там c2 я пошел. И, ну, видимо, мы оба очень устали, партия была безумно сложная, очень много счета, да, нестандартная. И тут он ходит ладья h1, я ничего не могу понять, потому что я считал, что как только ладья уходит с линии А, выигрывает ладья g8 в один ход. Просто проигрывает сразу из-за ладья g8, да, в этой позиции. Вот Ну так. да, то есть ладья g8, я считал, что ну, он не имеет права отходить, и с линии А уходить. И я начал думать, время у меня было, я смотрю, что-то, а что происходит? Я же выиграю просто в один ход ходом ладья g8. Что он хочет? Так. И это действительно было совершенно вот уникально. Вот как я зевнул мат в один ход компьютеру, Ага. вот примерно такого же уровня была вещь, потому что я сижу, уже сначала хотел сразу пойти ладья g8, потом думаю, не, но он же не может, ну что-то он имеет в виду на ладья g8, да? И вдруг меня осенило, я понял, что он хочет. Я понял, что он хочет пойти, скажем, ладья h7 в этой позиции, Ага. ладья b8 шах, король a7, ладья b7 шах, король a8. Не могу поставить. Вот не поставить, да. Король А8, значит, и я смотрю, дело в том, что и начинается бешеная ладья. Когда король подходит к... Я не могу усилить пока, и он, ладья отдает, да, и пад. Мгм. Но это безумие полное, как можно, имея столько времени, я минут 5 здесь сидел, считал, как я могу подойти королем, чтобы не было пата, да, чтобы убрать коня. Мгм. Я вот там король подходит, он шахи, 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 я как-то, допустим, короля на d6, чтобы там на шах закрыться, потом в какой-то момент провести короля на a5 и на шах по 5 закрыться ладья b5, например. Мгм. И я сидел, высчитывал, ну не получает, ну пад, везде пад. И как бы, ну думаю, ну что делать, да, и даже тут оказалась ничья. И я помню после партии, когда партия закончилась, ко мне комментатор французского канала, вот он подошел, он говорит, слушай, а ладья g8 же выиграл в один ход. Я говорю, да не, ну ладно, я посчитал. Понятно, что там, ну, как бы я посчитал, что они, наверное, увидели, что компьютер, тогда же слабые были компьютеры, что ладья g8 выигрывает. Ну, я говорю, там он, компьютер не понимает, что там вечная ладья, да, бешеная ладья, и там он поэтому не понимает, что не выиграет. Я говорю, так что там, ладно, там, со своим компьютером не лезь ко мне. Ну и, в общем, расстроен его, потом помню, уже когда шел домой, и тут вдруг меня совершенно осенило, как, это же мат, это ладья b7 же мат, просто поля а8 нету. То есть я не знаю, что произошло, вот такой сбой, абсолютный сбой, то есть в голове невероятно, да, то есть, конечно, было безумно обидно, то есть, потому что он стоял ладья h1, именно из-за этого я видел ход ладья g8, можем вернуться к партии, да, ладья g8, я видел, я понимал, что нельзя, то есть он грубо очень зевнул, видимо, ужасно устал тоже к этому моменту. И я не пошел ладья g8, хотя видел ход. В итоге я считал, что там сразу ничья, а тут я хотя бы еще поиграю, в крайнем случае, ладья и конь против ладьи, да, в крайнем случае. Ну, хоть поиграю еще. Там-то вообще сразу ничья. И вот я в итоге сыграл король b2. Сейчас да, я только, после чего- Володя, одну секунду, я только поясню. Я просто не могу поставить короля здесь на поле А8, так как Владимир это считал в вариантах и считал, что это... То есть, что Я считал, что что поле А8 да, не что бито, поле то А8 есть не я бьется видел, конем, и, соответственно, он думал, что это ничья. На самом деле король на А8 не ходит, и, На самом деле, и ладья ладья B7 B7 это мат. просто мат. Да. Да. И как бы и получается ладья g8 выигрывает партию сразу. То есть на ладья g8 единственный ход ладья а1 обратно. И теперь уже ладья c8. В смысле, самое простое вообще конь d5 шах и конь b4. То есть сразу выигрывает. Это я видел. Это как конь попадает на b4, все, сдался сразу. Подожди, а если, Это как раз я если видел. король А6, то что? Ладья А8 там. Ладья Ладья А8. 8. Вижу. Да, здесь тоже еще король c5, ладья g5, например. Король c5, ладья g5. Да, и пешка не берется.
на А6. Ну и как только у меня конь попадает на b4, партия заканчивается здесь. Ну, кстати, ладья c8 тоже выигрывает. Не, это я видел, что это проигрывает. Тут как бы все было понятно. Я это посчитал. А вот то, что король, в общем-то, мат получает, а не пад, то есть это я... Нет. Причем, я говорю, самое удивительное, что 5 минут считал, как уйти от этого пата. То есть, ну, это абсолютный заскок вообще совершеннейший. Ну и в итоге что получилось, что я не пошел ладья g8 из-за этого. Король b2, он там отобрал пешку А дальше, как там в партии было. То есть тут он забирает пешку, но, как я уже говорил, я считал, что хотя бы отрежу там как-то короля, попробую еще с конем поиграть там. Но это, конечно, ничья простая, да. Ну, чуть-чуть я отрезаю его, но это конечно, не тот уровень, чтобы проигрывать эту позицию. Ну и, в общем, еще чуть-чуть несколько ходов сделали и, в общем, на ничью согласились. Так что вот такая была партия. С одной стороны, ну, очень интересно, были очень сильные решения, очень точный счет, а с другой стороны были очень грубые ошибки, да, то есть зевки какие-то. Ну, что делать? Матч на первенство мира, да, напряженная очень битва. И как-то у нас лампочки перегорели, видимо, уже к 6 часу в этой партии. Ну, было, конечно, безумно обидно. То есть, когда уже даже, ну, не только зевок, но и до этого, конечно, было выиграно. То есть, конечно, очевидно было, что, в общем, должен был выигрывать партию, вести +2, и, не знаю, удар был бы очень сильный по сопернику, да. То есть, ты начинаешь матч -2, тебя переигрывают в каждой партии, а так получилось, что это дает еще очень хороший эмоциональный фон, да, что ты спасся. Ты видишь, наконец, вот впервые, наверное, за 3 партии я грубо ошибся, ну, и пару раз причем, то есть выпустил явный выигрыш, и, конечно, это его, наверное, ну, подстегнуло немножко, а мне пришлось, насколько я помню, чуть-чуть коньячку выпить после партии. Жоэль, ты у нас отвечаешь за воспоминания. Нет, да, за коньячок французский и за воспоминания. Ты помнишь, как Володя пришел с этой партии, обсуждали, смотрели ли? Вообще партии смотрели сразу после партии? Да, мы ее смотрели. Ну, как правило, мы не только ее смотрели, мы довольно серьезно ее анализировали. Ну, потому что для Володи это был способ тоже как-то эмоции выплескивать, да, потому что, ну, с Каспаром ты не поанализируешь во время матча там так детально. Вот, а здесь была возможность, ну, во-первых, зафиксировать какие-то важные мысли в дебюте, да, и просто там поделиться эмоциями. Это же важно, да, все-таки спортивное состязание, как бы держать в себе эмоции там в течение стольких часов, в общем-то, для здоровья тоже не очень хорошо. Поэтому, по-любому, это полезное упражнение. Если честно, я, конечно, помню, да, что Володя расстроился, я уже не помню, что он там говорил, какие выражения он передавал. Вот. Но мне, кстати, вот вопрос такой. Володя, а ты знаешь ли ты, если Гарри в итоге понял, что он тоже зевнул? И в какой момент он это понял? Ну, нет, это я не знаю. Я не спрашивал у него. Я не знаю. Слушай, Володя, Ну, вот раньше была же традиция какая-то, вот я помню, в матче Каспаров-Карпов они иногда анализировали за доской после партии. Или у вас это даже не подразумевалось? Ну, во-первых, это было редко. Во-вторых, ну, наверное, не после такой партии, да, когда ты 7 часов почти мы играли, то есть устали страшно, и какой там уже анализ. Да? Нет, мы иногда перекидывались парой слов, то есть так, какие-то самые важные моменты так обсудили, то есть где-то вот там он говорил, что здесь вот он считал, что так, но это буквально на словах, да, но так, серьезного анализа нет, но особенно после такой партии, в общем, там домой только доползти как-то, и уже усталость страшная, конечно, после такого поединка. Она еще кроме физической, ну, ментально, еще эмоционально очень сильная, да. То есть, не, я думаю, что хорошо, что был выходной день после этой партии, и можно было хоть как-то чуть-чуть прийти в себя, потому что такие партии тяжело даются, конечно. Ну, все-таки. Да, просто интересно, что обычно в таких партиях, да, когда одна сторона понимает, что она ошиблась, иногда она невольно дает этот сигнал, и как бы даже если соперник не сразу заметил, он чувствует, что что-то происходит не то с соперником, да, что какой-то эмоциональный подъем, там, такой, там, нервозность и так далее. Но и я не исключаю, что Каспаров это понял, потому что я смутно помню, все-таки 20 лет прошло, но я помню, что мы смотрели наверняка эту партию по интернету, а как раз вот эти французские комментаторы, которые видели выигрыш, они же там
микрофонах-то орали, как всегда, да, когда что-то видели. И поэтому мы это видели все это. И я думаю, мне кажется, что, ну, так смутно припоминаю, что они комментируют, что Каспаров, вот, смотри, как он там держит там покерное лицо, пытается не показать, что он зевнул и так далее. Вот. Я могу ошибаться, но мне кажется, что Каспаров в какой-то момент понял, что он ошибся. Но виду не подал. А я не уверен, я не уверен в этом, потому что действительно лицо было достаточно покерное, насколько я помню. То есть, поэтому и меня, ну, то есть я и начал искать. То есть я думаю, что чаще всего, когда ты такую грубую ошибку делаешь и замечаешь, очень сложно это полностью скрыть. Да? Я думаю, что он, честно говоря, просто не видел. Ну, Да. понимаешь, Ну, не вероятность того, что он зевнул точно таким же образом, как и ты, думал, что ладья b7 это пат, а не мат, все-таки она не очень высокая. Я Тогда думаю, получается, не, он я зевнул думаю, ладья- честно говоря, я думаю, что он просто зевнул ладья g8 как идею просто. Я думаю, что он просто идею зевнул ладья g8. Потому что, ну, вряд ли такой же у него был абсолютный заскок, что он тоже считал, что пат, а не мат. Я не думаю. Я думаю, что просто саму идею пропустил, что когда ладья с линии А уходит, уже коня нельзя взять. Да, и именно еще идея в том, что на ладья H7, ладья B8 шах есть, да, и А7. То есть, мне кажется, я скорее на это ставлю, но можем пригласить в эфир как-нибудь Гарри Кимыча. Правда, мне самому будет очень интересно послушать. Я не знаю, вряд ли, наверное, придет, но было безумно интересно тоже его послушать. Но подозреваю, что он тоже зевнул. Ну, так или иначе, дело в том, что если бы я хоть не видел вообще идеи ладья G8, это было бы не так обидно. Ну, всякое бывает. А когда ты видишь выигрыш и просто заскок, да, то есть это было неприятно. Но, тем не менее, начало матча, выходной день, ничего, как-то отоспался. И, что называется, поехали дальше. А вы там что между собой обсуждали? А вы там после что этой делали, партии? да? Вы что делали, да? Вы там, у вас какие были мысли после этой партии, интересно? Я на панике. Как всегда. Ну, это понятно, да, всегда. А какая в этот раз причина? Мигель коньячку. Как-то у нас Мурат свой был, жил каждый своей жизнью. Жоэль, а ты что думал, что матч с перевесом проходит и все хорошо? Или все-таки... Нет, я-то как раз думал, что и так-то не просто готовить черный цвет, а тут это будет в мрачной атмосфере делаться. Ну, честно, я не помню, мне кажется, уже на следующий день атмосфера была нормальная, то есть... ну опять же, мы же профессионалы, понимаем, всякое бывало в шахматной карьере, всякое бывает. Ну, в конце концов, тоже, опять же, он мне дал случайный шанс, он же тоже зевнул, и я зевнул. Ну, как бы, ну что, нет, мне не кажется, что я надолго как-то вот целый следующий день ходил там понурый и в депрессии. Нет, мне кажется, что, ну, ничего, поехали дальше. С другой стороны, были и позитивные моменты, я его объективно переиграл, в общем-то, и пересчитал, переиграл, то есть это тоже плюс большой, да, то есть с одной стороны он спас, а с другой стороны, как бы, ну, очевидно, что я, по крайней мере, к четвертой партии, к пятой партии я играл лучше просто в шахматы в этом матче пока, а это очень важно все-таки, да, это психологически давит на тебя, особенно на Каспарова, да, то есть который привык всегда доминировать и дальше там где-то иногда что-то выпустил соперник, там может быть равный счет имеет, а тут он просто хуже играет, да, пока, кроме -1. И мне кажется, что это было ему, ну, тоже непросто, да, тоже это не просто воспринять, может быть, впервые там с 84 года, впервые вот чувствовать, что он пока он играет хуже просто и совершенно, скажем, результат -1, он абсолютно заслуженный. И, в общем-то, на больше он пока не наиграл. Да, и это, наверное, его тоже давило. Хорошо. Ну что, перейдем к пятой партии. Готовили Берлин, скорее всего. Да, вы не ожидали никаких смен рук, там ничего такого драматичного. Кто-нибудь помнит, что готовили в этот момент? Не надо быть, наверное, Шерлоком Холмсом, чтобы это угадать, что готовили мы Берлин, да. Давайте доску. Я уж не помню. c4 мы не готовили. У Володя, так как играл сам c4, считалось, что он собаку съел, и играть c4 против него это достаточно неумное решение.
Нет, нет, я бы не сказал так. Я как раз считал, что может быть c4 в принципе в матче. Но, ну, как бы после c4 большой выбор систем у черных, достаточно достойных, таких крепких, надежных. И я мало времени посвятил ходу c4, что в принципе и сказалось. Где-то я по дебюту получил хуже в итоге, хотя в принципе не сверхамбициозную систему сыграл Каспаров, но я что-то забыл, перепутал. G3, ну это не очень амбициозная система, но тем не менее, я сам так играл белыми, да, но дальше я просто не мог вспомнить толком. Слон G2, конь C6, конь C3, да, здесь много теорий после конь C7, но вот G6 есть ход, вроде бы он неплохой, всегда считался, я и позже его делал. И он сделал какой-то редкий ход, когда ферзь за 4, что ли, Нет, пошел. здесь рокировка, слон G7, ферзь А4. Или вот здесь ферзь за 4, да. И здесь, в принципе, ничего здесь страшного совершенно нет у черных. Тут рокировка уравнивает. То есть тогда считалось, что рокировка немножко хуже у черных из-за ферзь c4 хода. Комби c3, dc немножко хуже, но компьютеры потом уже начали уравнивать здесь. Ну, как бы он просто так на игру вышел. Но я был практически не готов, ничего не помнил и все спутал. Я как-то пошел конь b6, да, насколько я помню, ферзь b5, и здесь, но он быстро, все это быстро исполнял, и здесь, насколько я помню, принципиально вообще жертвовать пешку, просто рокировка, ферзь бьет c5, там слон e6, ладья c8, ну, примерно, да, как-то так. И у черных очень хорошая компенсация за пешку, и, в принципе, потом это было подтверждено, по-моему, всей практикой. Поэтому, да. Или он как-то по-другому сыграл. Я, вот, я помню, Ты сыграл конь d7, такой ход необычный. Да, но мне не понравилось все-таки отдавать пешку, и он очень быстро играет. То есть, ну, ясно, что он с компьютером что-то посмотрел. И хотя вроде считалось, что там хорошо, но ну, как-то мне не хотелось этого, да. Хотя теорию я знал. Поэтому я уже за доской какой-то придумал, в общем-то, конечно, не сверх блестящий ход конь d7, но хотя бы, во-первых, не отдать пешку, и все-таки сбить с теории, да. То есть после конь d7 он хоть начал думать, но большой минус это c, что, в общем-то, у черных хуже, конечно, после конь d7. В этом есть некоторый такой минус. Нюанс. d3 как-то рокировка. Ну, здесь по-разному было неприятно. Слон e3, может, тоже было не обязательно. Проблема в том, что черным развиться трудно. По структуре-то у них все хорошо, но у белых масса темпов. Не забудем, там вот этот маршрут коня такой грандиозный, да, конь f6, конь d5, конь b6, конь d7. И ясно, что с d7 ему еще придется куда-то уходить. То есть много темпов потрачено. Но слон e3, в общем, неприятная была позиция по дебюту, но зато пешек поровну. Конь d4. Размен, да, взял. Тут, конечно, опять же, конь вышел. Где-то здесь Каспаров мог точнее сыграть в какой-то момент и очень поставить неприятные проблемы, позиционные чисто. Не то, чтобы он там что-то забирал, но как я сыграл здесь, Ферзь b6. я уж не помню, ферзь b6, а он А4. Он А4. Вот, по-моему, мне кажется, типа ферзь за 4, потом ладья С. В общем, как-то здесь, конечно, позиция очень неприятная у черных. Я бы белыми тут просто бы прыгал на стуле от счастья такую получить, да. То есть у белых стабильный, очень такой стабильный плюс, очень неприятный, долгосрочный. У меня 2 слона, но слон на G7 плохой. То есть позиция, я так сейчас смотрю со стороны белых, конечно, радости немного. Но как-то я начал крутиться. Опять же, все-таки эндшпиль, да, уже ферзей поменяли, уже дальше легче без ферзей. Хотя, конечно, крепко хуже у черных. Ладья там c1 как-то. Он как-то играл слишком, да, так простенько, что называется, да, слишком прямолинейно этот эндшпиль. Мог ставить больше проблем, конечно. Ладья c1 или конь c5 было сыграно, да. Как-то я там начал крутиться, как уж на сковородке, потому что еще конь b3 где-то пограживает. Пешку как бы не потерять на d4. Поэтому ладья d8 ты ее так из-под защитил. Ладья c1, наверное, да, как-то логично. Что-то ладья c1 никак не ходит. Да. Да, почти конь d2, то есть, ну, тоже неприятно. Конь идет на c4, куда-то на b6, то есть позиция, конечно,
на любителя, так прямо скажем. Мгм. Ну, как-то я более-менее отбился каким-то образом. Как я тут? Ладья b8. На какой-то тактике, да. Конь c4. И что-то я тут e6. Как-то вот... Тут еще слона бы вывести с c8. Вообще, когда-нибудь в этой партии. Мгм. e6. Наверное, что тут дальше было после e6? Ладья в Ладья c1. c1. И вот, да, что-то тут сделал такое, Слон что h6 слон h6 какие-то. очень важный, я помню, был ход, очень важный, иначе совсем было тоскливо. А здесь как-то идея, что я успеваю на ладья c2, конь b4 как-то, то есть я как-то его ладью там, да, Мгм. цепляю, иначе бы там совсем тоска. Да, и после слона h6, что было дальше? Наверное, идея в том, что если вместо ладья c2 пойти f4, наверное, как-то я даже g5, может, успею, да, контр-игру Мгм. создать. Ладья Вот как-то cb1. все вот так вот на тоненького совсем. Ну, понятно, пусть с таким дебютом разыгранным по-другому и не могло быть. Да, ладья b1. Мгм. Что я тут сделал? Наверное, слон f8. Да, вот как-то успеваю сбить этого коня. Если бы ладья встала на c1, наверное, пошел бы конь b6 как-нибудь. И просто у меня фигуры бы не вышли до конца партии. Мгм. Но, к счастью, вот по темпам успеваю. Слон f8. Все равно, конечно, так себе позиция. Конь Да, прям b3. скажем. Висит на Но d4. я видел, что Каспаров уже был не... Я уже все-таки близок к тому, чтобы... Если я слона выведу, уже худшее позади. То есть Каспаров был очень недоволен Мгм. развитием событий. Он понимал, что у него очень серьезный перевес был. И он понимал, что он его подвыпустил уже. Мгм. И я решил в какой-то момент воспользоваться этим недовольством. Значит, как там было на конь b3? Слон g7, да. Пешку То есть защитил. я, конечно, готов повторить Взял, ходы. взял. Слон бьет d5, ладья бьет d5. И да, что дальше? Конь d2, И все. e5. И, по-моему, я ничью предложил здесь. Да. Да, потому что, в принципе, так она очень выглядит, позиция неплохо. Черный, конечно, слон уже выходит, уже все, ну, то есть в конечной, да, позиции. Да-да-да. Мгм. Наконец я хотя бы раскрутился, но вообще-то я вдруг неожиданно начал присматриваться, и мне показалось, что она все хуже, все неприятная позиция. Мгм. Но учитывая то, что я видел, что Каспаров очень недоволен, и она внешне выглядит очень уже неплохо за черных, да, вроде кажется, сейчас я выйду слон e6 и так далее, я решил, что надо ничью предложить. А, Логично. И был безумно счастлив, когда Каспаров согласился, потому что я понимал, что вот как бы на вид, кажется, черные вообще уже стоят не хуже, а где-то даже могут и на перевес сыграть, вот так на вид. Мгм. А если по ходам начинать смотреть, то позиция, ну, все еще очень глухая такая оборона. Хотя, конечно, черные должны сделать ничью, уже не так все плохо, как было. Но еще обороняться надо черным, да. Несмотря на всех этих двух слонов и так далее. Мгм. Ну, в общем, конечно, дебют был разыгран ужасно, в принципе, но отделался легким испугом. Ну, кстати, к слову о моей дебютной доминации, в общем-то, так вообще-то, если... Я сам, честно говоря, так считал после матча. Мгм. А потом, когда начал серьезно анализировать партии, так уже трезвым, что называется, взглядом смотреть, а где эта доминация была, я что-то Я тоже не вот понял. по 5 партиям не вижу нигде доминации. Так и дальше увидишь, В дальше двух, увидишь. Не в было первой и никакой третьей ты доминации. там еле отстоялся, во второй, Ну да, да, кое-как в четвертой отбивался. ничего не получил, в Во пятой второй получил хуже. получше. Да. Во второй я получил получше, но очевидно меньше, чем то, что получил Каспаров в пятой. Мгм. В четвертой, ну, какой-то равный эшпиль примерно, да. То есть пока, ну, уж точно никакого преимущества по дебюту нету. Но дело в том, что именно характер игры, эндшпиля, вот я как-то вот хорошо защищался, крутился, находил ресурсы, и Каспаров где-то вот именно в эндшпилях не получалось вот достаточно тонко сыграть, где-то какие-то очень тонкие, аккуратные ходы делать. Мгм. Он играл хорошо, правильно, но где-то чуть-чуть вот без изюминки, что называется. И вот за счет этого мне как все время удавалось выскальзывать. И, кстати, далеко не последний раз в этом матче удавалось выскальзывать за счет того, что где-то вот он чуть-чуть нюансов каких-то таких вот, да, не чувствовал уже очень таких тонких. То есть, поэтому, Мгм. в общем, А ты партия знаешь, очень-очень позитивная была. забегая вперед, скажу, на мой взгляд, у него не получилось преодолеть
просто, ну, я так думаю, что, ну, не будет преувеличением сказать, что выдающаяся оборона. Качество защиты с твоей стороны вот на протяжении всего матча. Но в конце ты начал делать чуть больше ошибок, но в целом тоже защищался очень прилично, извивался. В общем, ты в защите был как Ананд. Вот реально. Как-то Ну, ты только другой работал с тип, ним. другой тип, да. Анант, он более такой с Да. контр-игрой защиту, я такой пассивную оборону, ну, как бы, да, это правда, да. Ну, да, опять Блестяще же, совершенно. может, Вот привычки уровень не было. защиты. Он не смог Ну, преодолеть вот это вот. да, я хотел сказать, что я думаю, почему создавалось впечатление, что как бы есть некая доминация в дебютах на твоей стороне, потому что все-таки мы видели принципиальные отказы Каспарова продолжать, ну, те линии, которые он, ну, должен был играть, да? То есть Грюнфель он попробовал сыграть и тут же от него отказался. Значит, в пятой партии тоже как бы не стал повторить Берлин, да, ушел в c4, и это понятно, что вряд ли он мог это глубоко готовить, просто на том простом основании, что c4 это не дебют, который можно долго готовить, там столько разных вариантов, нет каких-то принципиальных линий, да. Поэтому Но, тем сам не факт, менее, что да. создавалось ощущение, что Каспаров вынужден импровизировать, даже если в итоге, ну, если трезво смотреть, он получал неплохие позиции, все равно было ощущение, что он вынужден выходить из своей подготовки. Ну да, это правда. С другой стороны, если смотреть объективно, то, в общем-то, нередко он довольно удачно выходил из своей подготовки. Как и вот в Каталонии потом тоже получил лучше. То есть нельзя сказать, что это... Ну так или иначе, да, так, это правда. То есть все-таки было вот это ощущение, которое многие создали, что вот как-то я полностью выиграл дебютную схватку. Ну, как бы больше, может быть, стратегически, да, концептуально, но так по позициям не скажешь, да. Но, тем не менее, хотя бы я конкурировал на равных в целом в матче, в дебютном плане. Это уже большое было достижение, если сравнивать предыдущие матчи, да. Жоэль, Так что... у меня вопрос, Володь, извини, пожалуйста, Жоэль, расскажи, пожалуйста, наши зрители и нас замучают, и сами себя замучают. Откуда ты так хорошо знаешь русский язык? Давайте офф-топик на 3 минуты сделаем, потому что, ну, люди, интригу, развей интригу. Нет, ну, значит, во-первых, потому что все зависит от мотивации в жизни. Вот, поэтому, ты понимаешь, у меня русская жена, в общем, этим все сказано. Вот, но Не, ну подожди, Жаль, ты говорил хорошо по-русски еще в начале 90-х. Я когда впервые тебя встретил вообще в жизни, в 92-м году, я что-то начал на своем корявом английском, и вдруг я какой-то получаю блестящий совершенно русский, я ничего понять не мог. 92-й год еще до жены было очень далеко. То есть ты все-таки с детства же учил. Ну, я готовился заранее просто, сильно заранее готовился. Ну, уже в 92-м я немножко говорил, кстати, благодаря в том числе Жене, который с нами тут сидит, потому что я начал приезжать в Россию как раз с 92-го года, и, ну, в общем, если вспоминать вот это далекое время, это было время, когда, значит, если, во-первых, мало иностранцев еще пока приезжало в Россию, соответственно, мало русских, кто говорил по-английски, и поскольку я ездил туда тренироваться и участвовать в сборах, и это были такие глухие места, там, вокруг, там, ну, где-то в Подмосковье, соответственно, там, ну, английский язык там, в помине не было. Но был такой нюанс, что в этих местах, вот в этих советских пансионатах, да, если знаешь, что иностранец, так потирали руки и говорят, теперь плати там 3 раза больше, чем за все это. Поэтому, да, в общем, заставили как-то работать над акцентом в этом смысле. Жень, ну, ты человек скромный, а мне позволено это сказать. Понятно, что так как ты говоришь по-русски, выучить это невозможно, это понадобится вся жизнь, чтобы учить, мне кажется, один из самых сложных языков. У тебя все-таки экстраординарные способности не только к шахматам и консалтингу, а еще и к языкам. Так что раскроем эту тайну. Не, ну прекрасное объяснение, я лучше не скажу. Спасибо. Сам задал вопрос, сам объяснил, я согласен. Хорошо. 6-я партия. Играем белыми.
Мгм. Повторяется, Играем соответственно. и, да, повтори. Я что-то, ну, там особо ничего не получил. Я решил, что, честно, я думал, что он Грюнфельд сыграет. Подавляющее количество времени подготовки я потратил на Грюнфельд. Я был уверен, что, скорее всего, принятый Ферзев это просто такой перебой небольшой, Мгм, да, мгм. время сэкономить. Ну, а если сыграет принятый Ферзевы, ну, пойду вот в систему с А4. По-моему, Жень, тебе я там что-то дал посмотреть. Ну, честно говоря, не думал, что она возникнет. Мгм. И, Наверное, же, ну, скажем, а? Жаэлю, да? скорее На самом А, всего. деле, я Жаэлю помню, тоже. да-да-да, был сбор в Париже с тобой, Женя, да, и мы, помимо, значит, Немцовича, мы тоже Немцович? немало смотрели разные варианты, да, вот Да? принтов Ферзя. Да, мы единственное, наверное, не Уже смотрели тогда, ДЦ, да? вот, мы не смотрели, но вот я помню, что мы много смотрели А, уже А4, тогда ну, смотрели, да? Мгм. да-да-да, и еще Не, я не другие помню варианты. просто. Ага. Ну просто дело в том, что А4 там я в принципе понял, что скорее всего принятый Ферзев надо смотреть по партиям Харлоу. То есть скорее всего он будет играть системы, которые играет Харлов. Мгм. Соответственно, вот на А4 там много других неплохих систем у черных, но Харлов все время играл CD-ED, вот эту систему, которую Каспаров сыграл, и тут у меня была какая-то идея Мгм. небольшая. Мне как раз меньше нравились другие системы, а вот это я был готов играть, потому что эта идея была Жени, причем идея на самом деле, рокировка какой-нибудь C3, какой-нибудь D5, да, это Мгм. большая теория, H4. Это на самом деле идея в 93-м году, Сейчас он ты мне быстрее. показал, Женя, эту идею. Мгм. Вот здесь, H4. 93-й год. Мы на каких-то сборах были в Сочи, я не знаю, помнишь ты или нет, почему-то мы смотрели «Приняты Ферзевы». Да, Мгм. это идея с 93-го года, да. И ты мне вот показал H4 ход, мы подвигали, показалось интересным. Я вообще об этом, конечно, уже практически забыл. Эту систему мало играл с А4. И неожиданно вот матч «Приняты Ферзевы» решил, вот смотрю в компьютере, у меня H4 какой-то ход, 93-й год, сбор из Сочи с Женей. Мгм. И начали смотреть, и действительно очень интересный ход, очень интересный. Он совсем новый, так что это Женина идея, но абсолютно не имеет к матчу никакого отношения, да. Так что H4, но он может объективно хороший очень ход, может быть сильнейший в А позиции. в чем идея? Очень нестандартный, конечно. Идея в том, что черным не так просто раскрутиться, то есть надо какие-то ходы делать, да, то есть я просто пока черные пытаются понять, как им закончить развитие, я хочу протолкнуть пешку подальше, чтобы она, ну, какие-то угрозы на короля создавать. Мгм. Главная мысль в том, что если черные эту пешку забирают, скажем, слон бьет h4, это возможно только потому, что ладья стала на e8, да? Но Мгм. ладья e8 с другой стороны был основной тогда теоретический ход. Конь бьет h4 забираю. Я забираю слона, да, конь бьет c3, потому что черные не могут брать на Иначе пешка. h4, белые берут на d5 и висит ладья на e8. Это Да, сейчас очень я важно. покажу, да. При ладье на f8 уже это бы не проходило, да. Мгм. Да. Поэтому конь бьет c3, bc, Ой, сейчас. Ой, вместо ферзь бьет сейчас. h4. Не, вместо ферзь бьет h4, да, берется на c3, bc, ферзь бьет h4. Но теперь, конечно, центр совсем другой у белых, да, защищенный. И, по-моему, ладья d3 здесь ход. И тут очень опасная инициатива у белых. Просто они, ну, так даже позиционно атакуют. Ладья h3, слон c2, то есть очень сильная инициатива за пешку. И, наверное, лучше у белых. Соответственно, это вот тактическое обоснование хода h4. А если она не забирается, ну, гоню ее как можно дальше туда, в район поля h6. А там будет видно. Ну, Каспаров этой идеи, ну, не знал, потому что ее никто не знал. И тут начал подолгу думать, логично играл, но все равно, по-моему, хуже получил. Да, конь cb4, h5. Вот эта партия, безусловно, дебютная, так сказать, успех, безусловный. Но дальше все было не так просто. Да, h5, b6. Очень современно, да, вот H4, H5 сейчас в любой позиции ходит. Ну, сейчас Альфа-Зеро уже понимает, что у тебя есть минимальный шанс пешку до h6 довести в любой позиции, ты ее должен доводить. Тогда это было очень, так сказать, нестандартно и авангардно, скажем, да. h6, по-моему, где-то я в какой-то момент пошел. Конь e5, слон b7. Да, ну то есть позиция, в принципе, она отчасти Каспару по стилю, потому что она, конечно, опасная немножко, но очень четная, очень тактическая. То есть белым надо все-таки что-то придумывать. Иначе, ну, у черных крепкая, здоровая позиция. Мне кажется, я хорошо здесь опять очень хороший ход сделал, насколько я помню.
А5, и, наверное, ему все-таки надо было побить БА, хотя там были свои минусы в этом. А, по-моему, он сыграл Б5, где-то, Да. мне кажется. Мгм. Где-то он пешку на Б5 поставил, я уже не помню. Вот, Да, здесь. да, и вот здесь я, вот где-то в какой-то, ну, правда, позиция очень сложная, в какой-то момент я мог очень серьезный получить перевес. Где-то конь Е4 я пошел, это, по-моему, еще было правильно в какой-то момент. И H6 тут пошел. Или я сначала Да, А6, конь да, E4, я его да. загнал туда на А6, конь Е4. Но с другой стороны, скажем так, что если черные от угроз защитятся, у них может быть в перспективе лучше, потому что все-таки изолятор, у меня пешка А5, потенциальная слава. То есть я играю на динамику здесь. Мгм. Статически у черных хорошо, вот динамически защититься от всего не так просто. Очень серьезная инициатива у белых. Мгм. Как-то вот Каспаров какой-то ход конь c7 нашел, да, видимо, но он логично, потому что угроз много, да, то есть он как-то хочет от конь бьет f7 защищать пешку e6 и где-то слон d5 начинать менять фигуры. Мгм. И вот тут, кажется, был очень сильный ход слон d2, вот кажется, слон d2 было очень сильно. Ну, серьезный давало перевес белым, но ферзь бьет d4, ну, насколько я помню, и конь g5, вот просто вот так вот, не торопясь сыграть. Тут поди разберись. Ну, очень сложно. Да, поди разберись, тут какие-то есть взятие на g5, ферзь e4, там размен, там какая-то куча всего висит, наверное, ладья d4, конь d7, он конь d5 может пойти. То есть, ну, видно, что у белых очень сильная инициатива, но, так скажем, все-таки очень счетная, да, позиция, то есть безумно сложная. Но, насколько я помню, компьютер давал довольно такой существенный перевес белым после слон d2. А вот у нас Ян, не Хотя- помнящий, в чате пишет, конь 7, ферзь f3 или слон d2, строка в пользу белых. Ну, то есть решающий перевес. Ну, насчет решающего не знаю. Да, опять же, строки разные бывают. Да. Может быть, ну, как бы строка, он может плюс единицу дает, но это еще не окончание всего. То есть, да, ферзь f3, я не знаю, что мне там не понравилось. Я подозреваю, что ход f5 показался не таким уж ясным. Или, может быть, не знаю, f5, то есть я так понимаю, что конь f6 шах, наверное. А может быть, ну, здесь может быть там какой-то удар на g6 и ферзь g3, я не знаю. То есть, да. Ну, так иначе, я согласен, да. То есть у белых был большой перевес, а я как-то соблазнился другой идеей, она тоже красиво выглядит. И я вот соблазнился такой, конь c5, слон d5 должен пойти. И вот таким, ну, опять же, мое эстетическое, чувство эстетическое меня вот подвело, потому что ладья А3 очень красиво, да, ладья по третьей подключается, неожиданно так. Мгм. И она где-то на F3, мне показалось, что вот так оно, вот так красиво выглядит, что должно быть сильно. Но, в общем-то, красиво далеко не всегда сильно. И мне кажется, что я сейчас поменяю слонов, ладья F3, и просто ладья еще подключается к атаке, и может все закончиться очень плачевно для черных. Но что-то подзевнул, как обычно, да, то есть что-то не досчитал. Может быть, ход конь c6, может, я недооценил, потому что после конь c6, ну, наверное, мне казалось, что вот как-то что-то здесь должно найтись, и вдруг неожиданно ничего не находится почему-то. То есть слон бьет d5, я сыграл, ферзь бьет d5, конь d7, и вот где-то, да, и вот конь d7, и, наверное, тут я недооценил хода ладья d8. Я считал, что после конь d7 просто у черных плохо, что они, ну, не успевают ничего. Там и конь b6 грозит, взять на a3 нельзя из-за конь f6, угроза конь b6, конь бьет e5, de просто заканчивает, по сути, партию там что-то. То есть я считал, что это просто очень сильно. И вдруг конь e5, de я как-то защищаю, и там страшные черные поля у черных, и просто, видимо, плохая совсем позиция. Но неожиданно после ладья d8 вдруг оказывается, что черная все успевает. И очень важно, что на конь b6, конь бьет d4 есть ход. Вот это безумно важно, да, что находится конь бьет d4, и тут более того я вообще проигрываю, видимо. Поэтому после ладья d8 вот такой ресурс. У меня же еще, ко всему прочему, еще и ладья c3 грозит. То есть угроз столько, что я считал, что ну как тут после конь. И вот после ладья d8 неожиданно оказывается, что мне нет ничего умнее, чем переходить в какую-то там равную позицию. Да, это было, конечно, печально немножко, прямо скажем. Ну, сам виноват, считать лучше надо было варианты. Конь c6, да, ладья d7. Ну, конечно, держится все это, ну, на тоненького у черных, но держалось, да. Взял. Но тут, к счастью, мне помогает пешка h6, потому что стоя на h2, черная пешка на g7,
конечно, очень была мерзкая позиция, долго-долго ее надо было защищать, и не факт, что защитил бы. Но за счет пешки А6 все-таки у меня структурно, конечно, хуже, слон там не очень, но все-таки король у черных слабенький. И за счет этого я держу линию С, и в принципе я, наверное, равная позиция, то есть перевеса у черных нет в любом случае. Но я думаю, Каспаров все-таки на выигрыш уже начал играть здесь. Да, значит, ладья c3, f6 где-то должен поставить. И я успеваю зацепиться за линию c, как там дальше было. Да, слон e3, сдвоиться по линии c. Где-то король f7 надо пойти, да, сдвоился. И, то есть, с одной стороны, конечно, у него шикарное поле d5 для коня. С другой стороны, линия c, потенциально пешка a6 и все-таки не очень надежный король. Но это динамически позицию, наверное, балансирует. Да, значит, ферзь p7. Он освобождает для коня место, да? Да, освобождает. Как я там. Ну, тут какая-то вот была такая просто игра спокойная, то есть где-то уже контроль там приближался, да? 29-й по-моему, ход. да. Пока еще только 29-й, да. Ну, на самом деле, я так смотрю, то есть, нормально у белых. Что, то есть, все-таки король на f7 не очень хороший. Но, тем не менее, да, как там дальше было. Конь b4, я обратно. Ферзей, конечно, менять не надо. То есть... Нормально, но после ферзь Е4... Нормально, но здесь после ферзь Е4 так пришлось бы попотеть тебе. Вот здесь, да? Да, ну как сказать попотеть. Я тоже там где-то могу ладья c8, h8 зайти, тоже мало не покажется, да. То есть такая позиция острая все-таки. У меня тоже свои козыри есть в этой позиции. То есть сложно сказать, да, она довольно счетная, там конь d3, конь f4, но тоже ферзь g4 есть, там все-таки контр-игра-то есть. То есть вроде бы компьютер, насколько я вот помню, он более-менее равенство пишет здесь. Довольно долго писал более-менее равенство. Да, то есть Каспаров ладья c7 пытается как-то от контр-игры защититься, да. Но тут что тут? То есть он хочет, в идеале понятно, да, что он хочет. Поменять все ладьи, поставить ферзь 6, коня на d5 и выигрывать счастье. Да? Но, конечно, кто ж даст? То есть слон f4. Получается, что он может поменять только ценой вот того, что я пешку на c5 получаю, и слона где-то потенциально хочу на d6. То есть, как там, e5, да, наверное, слона на d6 пускать, наверное, не надо. И ферзь d2, вот это очень точный ход, он его, по-моему, пропустил, недооценил. Ферзь d2, чтобы черные не успели как-то перестроиться по линии d, приходится что там ему как-то конем отступать. Да, и у меня врывается, по-моему, как-то ферзь и начинает какую-то контр-игру. То есть ферзь d5 шах, не даю ему расставить фигуры. Король f8, да, там как-то слон e3. То есть дело в том, что, опять же, у него... Что же? Может, ему стоило ферзь e4 пойти? Я говорю, может, ему стоило пойти ферзь e4 на ферзь d2, чтобы не пустить ферзя на d5. Ферзь e4, да, посмотрим. Но, по-моему, наверное, там какая-то была своя тактика, может быть, да, на ферзь e4. Слон Я не исключаю. E3, да, F3 потом. Ну, а теперь... Слон e... ну там f3, может быть, да? Может быть, ферзь на d6 тоже куда-то прорвется еще. Ну и ферзь d6 тоже. Тоже там порядок. Ферзь куда-то там прорывается, да. Ну, то есть какие-то там тактические... Не, конечно, ферзь e4, понятно, он бы пошел, но все там не так просто было. Какие-то все тактически как-то все время я там цеплял его. Не было так вот просто. Плюс где-то уже, да, шах. Ну, ничего страшного, ферзя-то он выгоняет как-то все-таки. Потому что понятно в этой позиции, что эндшпиль в пользу черных, да, то есть конь на c6 тоже очень сильный. Но эндшпиль ему трудно получить. Все-таки у меня игра по линии d, и как-то все-таки я на короля играю, да, в этой позиции. Ферзь d7, тут где-то цейтнот уже небольшой подошел, ферзь f3. Да, тоже важный ход, что я успеваю по линии d встать как-то. Что тут дальше? Король f7, ладья d1. e4, вот это очень важный ресурс, иначе совсем все было бы уже, наверное, тоскливо. e4, то есть он явно пропустил вот эту контр-игру какую-то. e4, значит, ферзь там e2, наверное. Но здесь я уже на выигрыш, конечно, начал играть. То есть, в принципе, наверное, ничего я мог сделать, даже взять на d7 и ладья d6, да, наверное. Ладья e6, ладья d7 я не рисковал, но я уже как бы начал сам на выигрыш играть. То есть это, наверное, просто ничья, да? Нет, вот брать не надо. Нет, ладья d6.
ладья d6, Нет, sorry. после ладья бьет d7, ef, ладья бьет Ой, d7 подожди. на e4, да? Взял ферзя, ef, ладья d6. Ну, и, возможно, ему, наверное, надо пойти ладья e6, ладья d7 шах, ладья e7 и повторение ходов. Мгм. Наверное, так как-то. Но я уже на выигрыш играл, я думаю, в этой позиции. Поэтому я пошел ферзь e2, Ферзь f5. ферзь f5, да, и как-то, наверное, ладью куда-то метнул на d6, Мгм. да, да. Где-то, а какой это Вброс. ход или где-то в районе 40-го, Да, да? 39-й. Да, 39-й, да, ладья d6, то есть позиция, честно говоря, тут где-то ему уже немножко подвезло, потому что на вид очень опасная позиция у черных, но как-то она держится аккуратными ходами. Как он тут сыграл? Ладья e6, ладья d7. Ну, здесь повторили, видимо, Да, чтобы я контроль повторил на пройти. всякий случай. Да, и после ладья e6 уже ферзь d1, по-моему, да, я уже не согласен на ничью теперь, потому что очевидно, что у меня вечный шах-то у меня всегда будет, и объективно позиция очень опасная у черных уже. Но там, тут дело в том, что очень такая компьютерная игра, очень сложно ее оценить, то есть, скажем так, даже если компьютер объективно ее считает ничейной или там равной, но, конечно, в практической игре понятно, что у черных серьезные сложности, потому что белые там какие-то атаку какую-то организуют на короля, а черные, в общем, должны аккуратно считать и защищаться. Но тут дальше, да, было очень интересное продолжение партии. G5. Не от хорошей жизни, конечно, G5 сделан ход, но, по-моему, не смог найти Каспаров ничего другого, потому что белые начинают там ладья d7, ферзь d6 заходить просто. То есть проблема у черных уже, по крайней мере, практически очень серьезная. Тут как-то я там повторил, по-моему, шах вернулся почему-то там. Потому что король f8, по-моему, было плохо по какой-то причине. Я так ловушку поставил. Король f7, значит. И опять продолжил. Ладья d7 шах, король g6. Это форсированный вариант. Король g6 уже приходится ходить. Да, и вот эта позиция возникла. Ладья g7, король бьет h6, ферзь d7. Но вот я помню, она очень, очень непростая для игры на 6 часу. После 5 часов такой очень напряженной схватки. Да, я помню, что очень странная позиция. Какой-то у черных здесь единственный ход был, это я помню. Как там сыграл Каспаров? Ладья e5. Ладья e5. Что грозит? Грозит ладья бьет h7 на данный момент и ферзь бьет e6. И потом забирают там весь ряд. То есть грозит вот это. Ну, там какой-то На самом деле как-то у него не пустой, получается. Конь e5. Если конь e5 пойти, что логично, что-то тут тоже у него не срасталось. самое, Наверное, тоже просто ладья h7 и ферзь, да, и ферзь e6, и пешка на a6 падает. Это плохо, Тут да. все висит. То есть вот этот вариант был очень длинный, форсированный. Ладья e5, ферзь f7 и ладья d5. Это все было абсолютно форсировано. Да, ферзь f7 и ладья d5 какой-то ход. Ну, конечно, выглядит ужасно, но вот здесь я надолго задумался, ну, насколько было время, и не угадал. Я идею поднял правильную, на самом деле сделал очень такой красивый ход, непростой. Я сыграл король h1 здесь. Очень такой мудреный ход. Действительно, он second best, как говорится, второй сильнейший. Но сильнее было, то есть позиция странная. На самом деле, после некоторых раздумий я понял, что на самом деле у черных цукцванг. То есть позиция неожиданно цукцванга у черных. И я начал думать, как ход передать в этой позиции. На самом деле не так просто, потому что она очень такая странная позиция, да, то есть ферзь f8 почему-то я не особо грожу. Может быть, даже из-за король h5, я уже не помню, да, то есть, как ни странно, это не является большой угрозой ферзь f8. А может быть, даже, ты знаешь, может ладья d8 даже. Я не исключаю, что ладья d8... Не, ладья d8, слон g5. Не, наверное, ферзь f8, король h5. Да, вот это не являлось угрозой ферзь f8. И, наверное, ничего лучше, чем шах нет. А еще, глядишь, король на g4 убежит еще там. Ну, вряд ли, но все-таки. То есть, соответственно, да, ферзь на f7 стоит. Интересная позиция, потому что конечно, хочется пойти король h2. Это самый логичный метод передать ход, но тогда конь e5 находится ход. Это очень важно. И на g4, да? По-моему, конь e5, да, и на ферзь бьет d5, конь g4 шах, а на слон бьет g5 шах, да, конь g4 шах и ферзь бьет d5.
Это строго единственный ход конь e5. А на слон бьет g5 шах после конь e5. fg, ферзь бьет f5, конь f3 шах. Вот такая вот напасть. И ничья тоже. Ферзь бьет f3, ef и ничья. И вот получается, что так-то король h2 сразу выигрывала. Хотелось пойти b3, Это я помню. В какой момент? После конь e5. Вот в этой позиции. А, вот здесь. здесь, Нет, да. b3, вот здесь. Я думал b3. Но не нашел после b4 продолжение. b3, b4 темп не могу передать. Не могу передать темп, да? Там как-то любой другой ход, типа g3, снова конь e5 есть ход. То есть, или там что-то еще. То есть, ну, вот я в итоге думал и нашел король h1 ход неожиданный. Но на самом деле компьютер указывает, что выигрывала b4 здесь, именно b4. Мне просто как бы подспудно не хотелось сюда пешку ставить, потому что, ну, она висит, да. И главное, что после конь бьет b4 в этой Да, вот я позиции, хотел спросить, а где выигрыш? теперь уже могу, да, теперь уже это есть, потому что ферзь f8 как-то не выиграет. Но теперь король h2. Да, ферзь f8 почему-то не выиграет, король h5, наверное, и теперь король h2. Вот я до такой вот тонкости как-то не додумался. И вроде бы и темп у черных, и вроде выигрывают белые здесь. Идея G4. То есть, ну, на b4... Ага. А? G4 Ну, идея. да, g4, правда, да, там ферзь e5 шах, то есть тоже еще считать надо конь d3, какие-то шахи, ферзь e5, конь шахи, но как-то вот выигрывать. А вот куда, да? Видимо, то есть там же все время под шахи попадаешь. Ну, как бы... Нет, а куда? Ну, видимо, на конь d3. Понятно. Ну, скажем, конь d3, да? Сейчас, подождите. Я подозреваю, что уже вот здесь, конь d3, например, после короля h2, конь d3, может быть, теперь ферзь f8 уже, я не знаю. А если, Или, значит, может, ладья G4, G8. G5, Да, Володь, G4, ферзь G4, E5. Да, ферзь король E5. G2. И, видимо, король G2, да, конь E1, король H3, да? Ну, или Да, E1, наверное, куда как-то. угодно. Ну да, наверное, Шахов наверное нет. это. Ну, в общем, короче говоря, не так все просто было, конечно, сложное было решение. Хотя король H1 тоже хороший ход, правда. Тоже, наверное, выигрывает, но не так жестко. Король H1 и цугцванг у черных неожиданно оказывается. На b4, b3, конечно, очень важно, да, b4, b3. То есть темп не отдаем врагам. Держим базу. А позицию держим, да. Ну, И, сыграл конь ну, d8. еще на b4 еще король g1 неплохо. И король h1 потом тоже. То есть какие-то такие были мысли. Но да, король h1 и да, действительно удивительная позиция, что цугцванг, потому что на ладье e5, например, уже там уже что-то выигрывает, то есть ладья плохо стоит. Ладья H7. Не, я думаю, ладья G4. H7, Уже, наверное, уже G4, наверное, выигрывает. G4, точно. Ты же для этого Да, пошел. хотя я пытаюсь понять, а почему G4 не выигрывает там, потому что ладья D1 шах, наверное, да? Или, то есть Потому что G4 вот G4 сразу. Что-то к Жене плохо слышно. Да, то есть, правильно, да, король H1, потому что я, может быть, создал угрозу G4, я еще G4 угрозу создал, вероятно. Да, поэтому какой-то он там ход сделал, он строго единственный, по-моему, конь D8, да, еще, конечно, повезло, что находится вообще такой ход. Ну, как бы я посчитал, то тут, к сожалению, вот в действительности, если я мог сказать вот тогда бы выиграно было. При колено G1 это жестко выигрывало. Но, к сожалению, вот если у меня стоял бы он на H1 вместо G1, я вот ходом король G1 бы просто выиграл партию, наверное. Но, к сожалению, мне приходится делать ход какой-то, а вот не нашлось. Потому что при короле на H1, конечно, тоже близко к выигранному, но у него важнейший темп появляется. После конь D8, значит, мне приходится ходить ладья бьет H7 шах, ферзь бьет H7, ферзь бьет D5, и король G6 шах очень важный. Очень важный, ну, в какой, да, вот этот шах появляется. Это, конечно, важнейший шах. Но что делать? Ну, не нашлось хода, как передать, который, да. И король G1, ферзь E7, да, кажется? Ферзь C7. Он как-то, ферзь C7, он как-то консолидируется. Хотя, конечно, у белых должно быть выиграно. Но снова то же самое, что четвертая партия примерно. То есть 7-й час, усталость. И я вот решил выиграть форсированно. Да, ну пока дал шах сюда, но, честно, ферзь Е4 шах, король ушел, да? Да. На G7. Неожиданно кажется, что не так просто выиграть эту позицию, потому что
Ну, как бы он хочет ферзь d7, конь c6 выставить, и какой-то блок такой, да. И я начал считать, я решил, что надо попробовать выиграть сразу, потому что иначе можно и не выиграть вообще, да, если он ставит конь c6, ферзь d7. И я посчитал длинный вариант ферзь a8, на мое несчастье, да, решил так пойти. Хотя на самом деле, видимо, очень сильно было слон d4 или слон d2. Конь c6, слон c3, вот перевести слона просто на c3. Я, конечно, видел это, но все-таки, ну, это еще не выигрыш, да, то есть слон, конечно, хорошо стоит на c3, но, ну, скажем, это действительно не то, чтобы это выигрывает, да, это просто, ну, скажем, наверное, дает большие шансы на выигрыш, но как-то вот жалко было, хотелось выиграть сразу. Наверное, он тут как-то ферзь d7 пойдет, и еще выигрывать и выигрывать. Хотя, конечно, со слоном на c3 очень сильный слон. Наверное, я должен потихонечку там его как-то тут дожать, да, все-таки. А я ферзь a8 посчитал. Действительно, я вторую пешку забираю ходом ферзь a8. Ферзь d7, но какое-то совершенно чудесное спасение находится у черных. Ферзь d7, да, король h2, и вот ферзь d3. Я зевнул ферзь d3. Может, да, очень странный ход, то есть кажется, ну что, ферзь d3. Но, видимо, здесь уже нет выигрыша после ферзь d3. g3 он успевает как-то конь f7, он должен, то есть, ну я считал пешку a6 я забираю, но уж как-нибудь, да, с пешкой a6. Но, ну уже две лишние там, вроде бы, ну как, что там. А неожиданно пешка c бежит, но не успеваю, он успевает вечный шах. Успевает дать вечный шах везде. Король g6, ферзь бьет a6, конь e5. Ну, как-то, видимо, я тут считал, что ну как-нибудь там ферзя на диагональ поставлю, выиграю. Нет, ну просто темп в темп. Какое-то чудесное спасение находится после ферзь. А Володь, а g3 обязательно ходить? Да, к сожалению, потому что он грозит вечным шахом. Ферзь h7, ферзь b1, а на король g3 ферзь h4. Вот проблема в том, что, например, на ферзь бьет a6, ну или какой-то другой там ход, да, у него находится вот этот ферзь h7 шах, безумная. И если король g1, ферзь b1, конечно, да, вечный шах. А если король g3, то находится ферзь h4 шах, король f3, по-моему, f5 даже здесь. Ну да, И неожиданно успевает, вечный да. шах снова. Ферзь g4 шах грозит, там вечный шах везде, да. Не, я потом проверил, нет, уже нет выигрыша. Совершенно удивительно. Вот ферзь d3 я, конечно, пропустил. Я считал, что, ну, все считал, все видел, но вот ферзь d3 никак не мог поверить, что такой ход может спасать, но он спасает. Ферзь d3 и дальше форсировано. g3, конь f7, ферзь b7, король 6, ферзь a6, конь e5 и две лишние пешки, ну, уже казалось бы, да. И тут еще шах, король h3, ферзь f5. Строго единственный ход, иначе выигрывают белые. Но, к сожалению, после ферзь f5 я не могу от вечного шаха защититься, да. То есть должен сам давать вечный шах. Вот Да, такая партия, но это- безумно напряженная. Это И можно обидно. назвать разочарованием, Жень, такую партию? Не выиграть? Да, можно. Ну, Особенно как ты если мог, вторая подряд выиграть такая. в один ход ты мог выиграть, ну и ты мог в один ход выиграть форсированно, а мог еще в дебюте один раз, значит, в эндшпиле один раз, и еще техника, как бы вот слон d4, слон c3, слон d2, слон c3, тоже технической части, можно сказать, какие-то были неточности. Но насыщенно, как опять, хорошими решениями, но и ошибками. Ну, в силу, я думаю, что сложности, ну, позиция безумно какая-то сложная, и вы же понимаете, что когда структуры меняются каждый через ход, то очень сложно, ну там буквально, там же пешки двигались очень часто, это значит новая позиция, новая ситуация, новое тактическое наполнение. Естественно, ошибки должны быть. Но это всегда же вопрос, кому повезет, кто ошибется, не ошибется последний. Вот повезло в этот раз Гарри Кимовичу. По идее, конечно, уже 3-0 ты мог легко вести, да, после шестой партии? Ну, легко, нелегко, Ну, знаешь, это мог быть обычно такой так результат, дело. да. Вот обычно такие великие чемпионы все, они любят так всегда считать. То есть засчитывать все, что они не добрали, а все, что они случайно собрали, это все так и должно было быть. Да? То есть, ну, все-таки пятой партии я стал хуже, в третьей еле-еле спасся. Ну, по большому счету, похоже, спасение было на то, которое продемонстрировал Каспаров.
в этой партии, да, то есть тоже так еле-еле единственными ходами кое-как, да, то есть, нет, ну на 3-0 не наиграл, ну скажем, наиграл, наверное, на +2, может быть, наверное, наиграл, но нет, на +3 точно нет, но то, что, скажем, с +2 я бы не был бы против, но то, что я не выиграл две такие, одну, конечно, можно, всегда бывает, две, я просто отлично понимал, что как бы какая большая разница между +1 и +2. Да? Все-таки это концептуальная разница. Между, как ни странно, +1 и 50% разница не такая большая. А вот +1 и +2, то есть +2 в матче в таком плотном на первенство мира, это по сути ты уже на грани поражения стоишь. Когда ты 2 очка отстаешь. Когда ты остаешь 1 очко, да ничего страшного, ну что там, всегда выиграть можно. Да? То есть, и вот, конечно, это меня, в общем, ну да, смутило то, что все так близко было. И, в принципе, да, обидно было в этой партии, что на самом деле вот даже тут вопрос был не техники, вот то, что Женя говорил, слон на c3, да все понял, вопрос был просто счета. Ну, как бы логично, если ферзь за 8 выигрывает, взятие пешки на a6, то логично так пойти, просто забрать пешку и выиграть, да. Все-таки после перевода слона на c3 надо еще на 7-м часу, надо еще технику какую-то демонстрировать. Я не могу сказать, что еще совсем выигранная позиция, она просто с очень хорошими шансами, но еще борьба. А тут я, может, форсированно выигрываю и просто вот, ну, нашел с какой-то совершенно этюдной, единственными ходами, серии единственных ходов какое-то спасение. Не нашлось бы, но получилось бы, что все вообще отлично все сделал, да. То есть где-то в данной партии вот просто где-то не повезло немножко еще ко всему прочему. Если в 4-й я скорее сам виноват, то в этой, ну, просто вот удача отвернулась в какой-то момент. Женя, а ты не помнишь, какое вообще было вот состояние у Володи, у команды, все-таки сборы до уже 6 партий, это где-то, ну, наверное, дней 10-11 вы уже в борьбе, время до, как накапливалась уже усталость или еще бодренькие все были? Нет, еще достаточно бодренькие, потому что ну, мы понимали, что как бы, ключевые моменты еще впереди. Ну, по большому счету, это было там даже не половина матча еще, поэтому еще как бы рано сильно уставать. Накопилась, может быть, некая фрустрация, да, потому что мы видели, что, ну, особенно как бы для нас, секундантов, потому что любая победа вот, и получение там уже такого счета, как 2-0, да, это было бы уже ну, очень сильное давление на Каспарова. То есть нам просто очень хотелось уже быть в этой ситуации. И, конечно, ты понимаешь, что если ты не выигрываешь ну, одну партию Каспарова, вторую партию Каспарова, это счастье может закончиться очень быстро, да, и может уже наступать ну, волна с его стороны, да, где он уже будет получать там такие опасные позиции. Поэтому, да, после 6-й партии было некое такое там, ну у меня была некая тревога, да, что это как бы это хорошая серия позиций может закончиться в какой-то момент, и придется уже обороняться просто. Но если у тебя была тревога, то по нашей схеме у Жени, наверное, паника уже была. У меня все. Я бегал, кричал, все пропало, шеф. Все пропало, шеф. Да, но тем не менее Женя очень помог из этой небольшой ямы, можно сказать, после 6-й партии выйти какой-то своей идеей, которую я не знал, какой-то порядком ходов каким-то странным, который невероятно хорошо сработал в 7-й партии. Давайте Какую-то посмотрим. дешевенькую, да, маленькую идейку, и оказалось, что я ее не знал, и Каспаров ее не знал. Да, вот c5, конь f3, конь f6, d4, cd, конь b, d4. Большая тут теория. Конь c6, e6 там. И вот Женя мне сказал, что есть такой ход a6. Довольно безумно выглядящий. Наверное, и не сверххороший, да. Но идея в том, что a6 как-то... то есть идея в том, что на e6 Каспаров играл g3 в этой позиции. Если e6, то g3. Да. А вот на конь c6, конь c3. А вот на a6 теперь уже как-то g3 уже не получается из-за хода e5, по-моему, да? Или d5, да. Как-то d5 и что-то тут на слон g2, e5 в один прием. В общем, как-то a6 очень полезно получается. Как-то просто лишний темп у черных. И вот, ну, единственная проблема, что после a6 конь c3, конечно, логичный ход. А тогда как-то e6.
И теперь белые могут пойти Е4, перейти в систему, в солянскую защиту с С4, которую Каспаров тогда не играл. Да, то есть, ну, нельзя сказать, что у меня были большие знания тоже, но что-то я там чуть-чуть знал, перед партией подсмотрел, но, в принципе, немного не знал. Но вроде Каспаров ее не играл, то есть, ну, считал, что, допустим, Е4 не пойдет. А если белые ходят G3, да, то здесь уже при коне на C3, как он и сыграл, по-моему, да, при коне на C3 есть ход ферзь C7. И как-то теперь единственный шанс, чтобы играть на выигрыш белыми, надо жертвовать эту пешку C4 ходом слон G2. Но как-то так было, что именно эту позицию Каспаров в своем репертуаре не играл. Он как-то коня на C3 не выводил. То есть я таким образом как-то ходом вот этим А6, мне Женя рассказал, что где-то там в Дворце пионеров там его или в интернате, что его там научил какой-то мастера, что есть такой ход. И вот примерно так, да, и я об этом не знал, Каспаров не знал, в общем, как мастера оказался сильным Толковым человеком. тренером. Да, да, и я сыграл А6, Каспаров сразу Вот, Володь, начал вот думать, что то есть такое, вот теперь я вот понял, вот это называется советская шахматная школа. Кандидат в мастера да. во Дворце пионеров, и вот как бы эта тонкая, оказывается, идея, вполне достаточная, чтобы сделать ничью черными с Каспаровым в матче на первенство мира. Да, но вот Каспаров, вот тут, конечно, в этой партии он очень, ну, явно сказалась его вот эта, скажем, неуверенность, которую он уже начал, видимо, чувствовать, что он не готов был играть с листа какие-то острые позиции сложные. Да? Он хотел получить, он, конечно, хотел получить острую сложную игру, но хотел получить ту, которую он анализировал. Да? Потому что в реальности, конечно, конь c3, я пошел e6, но в реальности можно играть и e4, и после g3 пешку отдавать можно. Да? Он все-таки пошел g3, я сыграл ферзь c7. Ну, в принципе, слон g2 можно было отдать пешку. Кстати, это очень опасно. Объективно, еле-еле, кажется, там черные держатся. Много партий было после этого на эту тему. Нельзя сказать, что я там как-то безумно был готов сильно. Ну, так, что-то посмотрел. Но он думал и не решился все-таки. Не решился отдавать. Сыграл ферзь d3, но это как бы совсем беззубый ход, потому что теперь следует конь c6. И проблема в том, что грозит конь e5, приходится как-то бить на c6, по-моему, сразу. Да, и после dc, ну, просто равная позиция, да, никаких проблем. То есть тут слон все, g2, e5, просто, тут ты выставил. ну, симметричная, равная позиция, даже у черных, ну, не то, что поприятнее, но уж точно, ну, никаких проблем. То есть как-то слон g2, что там было, e5, и что дальше? Тут недолго партия продолжалась. Нет, вот она уже и Конь закончилась, e6. да. Да, и тут сыграл Каспаров конь А4 и предложил ничью Так. в этот момент. Ну, конечно, ничего нет у белых абсолютно. С другой стороны, у меня было намного больше времени, минут 40 лишних в этот момент. И я видел, как Каспаров был, ну, недоволен всем, что произошло на данный момент. Да? То есть явно, что ну, вот он ужасный дебют разыграл, ничего не получил, время потратил. С одной стороны... Конечно, я подумал отказаться, хотя объективных причин нет ни малейших отказаться от ничей, ну просто равная позиция абсолютно. А с другой стороны, я вот посидел, чуть подумал, и я понял по своему опыту, что допустим, я откажусь, допустим, будем играть, ну, скорее всего, ничья все равно произойдет, как-то это будет, осадок будет не такой, как сделать ничью там в 12 ходов белыми, да, то есть это ужасно неприятный осадок, когда ты белыми вот просто вышел и на глазах, так сказать, у всего мира и твоего соперника просто на 12-м ходу предложил ничью, да, и я как-то думал, решил, что психологически это будет, наверное, более неприятно Каспару, что, скорее всего, партия все равно ничью завершится, скорее всего, а вот так белыми в 12 ходов матч на первенство мира ничью сделать, когда ты -1 еще проигрываешь, да. И я в итоге согласился именно из-за этих соображений, хотя в целом как бы иначе я, может быть, еще поиграл бы, именно учитывая вот эти обстоятельства, не позицию объективно позиция, конечно, ничего у черных нет, никакого перевеса. Ну, в общем, очень хорошо партия закончилась, мне очень понравилось, Женю поблагодарили. Кусок Отправили. торта, наверное, лишний дали Жене. На час отсыпаться отправили. Да. Дали поспать, может, лишние 2 часа. Но
А к этому проскочил моменту какой, против черных. Володь, а ты как-то вот ощущал энергетику вот Гарри Кимовича, имеется в виду вот не стандартные эти разговоры, что он там такой грозный за доской, а вот как он себя чувствовал во время матча, как бы вот, это же первый твой матч такой длинный был, и матч с Каспаровым, первый такой длинный матч на первенстве мира, ты как-то начал вот к этому моменту, может ты помнишь уже чувствовать вот, что между вами как бы происходит, инициатива у кого, вот как бы, или это тебя не сильно волновали, Ну, эта ты поэзия? чувствуешь, да, конечно, ты чувствуешь. То есть я чувствовал ну, то, что уверенность совсем не на том уровне у него, на котором обычно. Мгм. То есть я чувствовал, что он очень осторожно играет, он очень как бы боится проиграть еще одну партию. Это было видно, что как бы, то есть потому что он понимает, что еще одно поражение, оно уже будет, ну, возможно, фатальным или, по крайней мере, на грани его ставит выживания. И это видно было, что вот он с одной стороны, он понимает, что надо играть остро, и вообще он боец, конечно, колоссальный. Но вот даже по этой партии, даже пожертвовать пешку за очевидно, нормальную инициативу, вполне игровую, вот он уже как-то вот, если бы, например, был бы счет 50%, я, кстати, думаю, он бы, наверное, пожертвовал. Мгм. А вот -1, вдруг что-то не так, -2 уже на грани стоит. И вот это его, это я чувствовал, да, и то, что вот этой уверенности, конечно, не было, и то, что начала какая-то усталость накатывать, как бы, это, ну, это, наверное, скорее дальше уже, где-то в районе 10-й партии, но тем не менее, как бы это, но он тоже, наверное, что-то чувствовал по мне, я подозреваю. А в целом, так иначе, я особо не смотрел на, ну, все-таки Гарри же эмоциональный, то есть он довольно экспрессивный во время партии, ну, в разумных пределах, но на всякий случай я как-то уже до матча решил, что не буду особо внимания обращать. И по сути я даже не смотрел на него во время партии. То есть как-то, ну, так иногда краем глаза случайно, да, что называется, пробегал, но в целом пытался не обращать внимания, вообще не смотреть и на его реакции. Поэтому, с одной стороны, может, это где-то минус, в том, что, может быть, вот не видел каких-то вещей, которые, да, вот как Жаэль говорил в 4-й партии, может, просто не заметил, потому что не смотрел. А с другой стороны, не отвлекало это тоже. Понятно. Хорошо, ну дальше начинаются трудности настоящие. Ну, недолго. Недолго, это правда, но все же, интригу Ну, я должен 8-я какую-то партия была. добавить. 8-я партия была трудна. Я помню, это была суббота. Вот бывает такое в матче, ну, наверное, всегда в турнирах. Вот я почему-то вот совершенно не в своей тарелке в этот день был. Да, вот проснулся какой-то нервный, какой-то напряженный, вообще без всякой причины. Была прекрасная 7-я партия, которой я не затратил сил. Потом был выходной. То есть белый цвет, вообще все хорошо. Но вот бывает, встаешь, что называется, не с той ноги, то ли предчувствие, то ли тяжелой партии, то ли что-то еще. Но я помню, я вышел на партию, уже был какой-то взвинченный, нервный почему-то. И партия сложилась крайне тяжело. Да? То есть, значит, Каспаров в итоге сыграл защиту Немцовича. Ну вот первое, например, странное решение. Конь c3 я сыграл так, как и намечал. Слон b4. Мы готовили e3. Почему-то я решил пойти ферзь c2. Не ожидал То есть, защиты Немцовича? Ну, не то, что не ожидал. То есть я ожидал, но не знал, когда будет. Все-таки я думал, что, скорее всего, 2 дебютами это ограничится. Или принят, или он к Грюнфельду вернется. Немцович, в принципе, я намечал e3, но не думал, что в этой партии, честно говоря. И я решил, что я так посидел, в общем, какое-то состояние у меня сегодня не очень хорошее. Пойду ферзь c2, там без риска везде игра, надежная. Как бы я блестяще знаю этот вариант, кучу партий играл. Ну, чуть-чуть подавлю без риска, не получится, сделаю ничью, а уже в следующей уже пойду e3, там, повторю хорошо, да, там, все повторю. И вот, ну, такое было решение. Оно, в принципе, адекватное, но нарвался на очень мощную новинку в этой партии, очень мощная новинка. То есть этот вариант, он еще сыграл такой самый классический вариант, ну, совсем без риска белые. То есть f3, где-то там d5 черный ходит после a6, вот это была табия. Я сам так много партий играл черными в том числе. То есть e3, вот как-то там хоть бы d7, cd. То есть черные должны аккуратно в этом эндшпиле конь бьет d5, иначе хуже. И вот этот эндшпиль, где
аккуратной игрой черные должны уравнивать. Я, кстати, там выиграл у Адамса, здесь выиграл партию, у Лека выиграл тоже. То есть черными сам испытывал проблемы какие-то. То есть такой эндшпиль считалось, что черные очень точно, очень аккуратно должны играть. И, в общем, ну, ни малейшего риска нет. Белые, то есть, ну, в принципе, все отлично. И вдруг меня ждал такой крайне неприятный сюрприз, слон f25. И здесь ходили конь Е2, например, в том числе, да, слон Б5. Нет, тут как-то Е4. Потом я сам играл Е4, кстати, по-моему, да, выиграл у Лека, по-моему, так, белыми. Ну, тут белые без риска стоят тоже здесь. Но, правда, наверное, черный уравнивает. А тогда вот считалось, что слон, по-моему, да, как это, слон Да. Б5, что ли, да? Да, вот считалось, что это самое точное, слон Б5. И, кстати, Каспаров со мной так сам играл в быстрые шахматы белыми. И получал какое-то давление. То есть слон b5, как-то там ладья d8 ходили. И Да. e4. То есть вот такая идея, чтобы пропустить слона, и e4, да, кажется? Да, Да, и на да. конь f4 здесь ходили. И на конь f4 конь e2 есть ход, это очень важно. Конь e2, и на конь bg2 шах король f1 ловится конь, а после размена коней белые двух слонов имеют и как бы без риска давят. Да, немножко. Поэтому черные отступали конь e7, по-моему, в этой позиции. Большая теория, и кое-как там черные то уравнивали, то не уравнивали. Я сам вот так играл с Каспаровым. Поэтому был очень доволен развитием дебютным, так сказать, ситуации. Тут получил конь c7. Блестящая совершенно новинка. Слон бьет d7, конечно, проблема в том, что, ну, слон бьет d7, ладья бьет d7, dc, пешку теряют, да, черные. И f5 неожиданно. Неожиданно f5, и я засел. То есть я понял, что, ну, как бы как. Честно говоря, нет ощущения, что есть особый риск проиграть здесь. Но понял, что немножко так попал на разработку какую-то. И начал, чем дольше я думал, тем меньше мне все это нравилось. Сначала я искал перевес какой-то, хотя бы без риска получше. Потом я начал искать четкую ничью. Тоже не нашел. Не нашел да? ее. Ну, как бы такой четкой, чтобы сразу все, да, А в чем снести тут, с доски и уйти. суть Я понял, позиции, Володь? В чем вот как бы суть позиции, опасность? что, ну, вот как-то развития не хватает. И очень черно как бы долбают по центру, отдают одну, а там где-то и вторую при случае пешку. И они играют на развитие и вот оживляют своего слона. То есть главная проблема этой позиции — это вот тот слон, который в четвертой партии, о котором я рассказывал, да, ограниченный пешками f3 и e4, и который потом часто очень долго входил в игру. А иногда и ему это и не удавалось войти в игру. А вот ходом f5 он просто успевает подорвать цепь и на самом деле играет как метершпиле эту позицию, то есть жертва пешки, но все-таки в эндшпиле жертва пешки редко, вот такая, да, за инициативу редко все-таки проходит. И оказывается, что все срастается, и, в общем, ну, надо как-то очень быстро ничью белыми делать здесь. Я очень тут серьезно задумался, может, там, я не помню, может, под час думал, потому что, как бы, вот, что-то я хотел потом уже форсировать просто ничью, ну, совсем так просто, но я и форсировать не нашел как. Ну, так, чтобы совсем просто. Неожиданно оказывается, что у черных очень сильная инициатива, то есть позиция, конечно, равная, наверное, но все-таки соперник за доской, соперник ее дома смотрел, я за доской должен играть. Позиция очень в стиле Каспарова, то есть инициатива, он ее здорово развивал, то есть, в общем, попал, конечно, вот где не ждал. Уж в этом эндшпиле совсем не ждал того, что какие-то вообще могут быть проблемы с точки зрения, как бы, того, что у меня хуже может стать. Вот уж где не ожидал, так здесь. Но ну, наверное, слон бьет b6, может быть, надо было пойти. Вместо конь e2. А б, цб, б, слон бьет b6, да. Но так немножко тревожно было. Fe. Компьютер Fe, да. Компьютер как-то здесь, по-моему, уравнивает все-таки. Но Fe, например. И конь f3. Тут какие-то разные ходы. Да, слон бьет e4, конь f3, но конь d5. Мне что-то вот меня очень смущало. Конь d5. Напрыгивают фигуры черные. И Ну, как-то слон f... но не компьютер. Компьютер Не доволен, компьютер, компьютер как-то держит. Да, компьютер держит, конечно, но так по-человечески
тревожно. Конь f4, там какие-то слон d3 при случае королю не даст рокировать, ладья по второй зайдет. То есть я что-то сидел, да, компьютер, по-моему, ходит слон f2 как-то, на конь f4 рокируется и держит эту позицию. Но да, то есть, но как-то это очень так мне казалось тревожным. Ну, конь f4, ладья f8, какая-то инициатива у черных, да, сильная. Ясно, что черные не рискуют особо. Но, правда, белые тоже, видимо, нет, успевают ничью сделать аккуратно. Но я решил как-то покрепше сыграть, все-таки побыстрее развиться и рокироваться на всякий случай. Пошел конь e2, и неожиданно оказалось, что четкой ничьи нет здесь. Слон e4, да, рокировка. Ну, ладья d2, я что-то посчитал здесь, конечно. Ладья d2, и немножко не досчитал, да, конь c3. Как тут было? Слон b7, да, вот тут удивительно, потому что, ну, конечно, я вот когда шел на эту позицию, я хотел ходить ладья d1. Я считал, что это вообще очень четко, Ладья спокойно, d1, да? никаких... Ладья d1, да. И тут какой-то невероятный вариант, но мне казалось, что вообще проблем никаких. То есть, потому что если ладья бьет b2, он ходит, то ладья d7. Ну и как-то тревожно выглядит у черных. Ладья c8, по-моему, надо ходить, видимо, если играть на что-то. И конь а4. Вот я как-то здесь и конь бьет b6, да, вроде бы хочу. Еще слон d4. Ну и как-то здесь... нет, слон d4 не можешь. Там на g2, да, конь а4, ну и посчитал, что тут, в общем, напал на ладью, грозит конь b6, ладья на 7. Когда подошел поближе к этой позиции, вдруг неожиданно присмотрелся, ладья c2, конь бьет b6, ладья f8, и непонятно, как защищаться от хода слона 6. То есть, ну, совсем не выглядит, как вообще у белых какие-то могут быть проблемы, но неожиданно оказывается, что проблемы серьезнейшие. Слона 6 просто грозит. Да, то есть, вроде всего поровну, у меня все активно, то есть, но я не думал, что тут могут быть. То есть, ну вот на этом варианте, который, кстати, судя по всему, Каспаров дома приготовил, да, и вот тут я как-то после ладья d2 опять задумался серьезно, да, вот когда был ладья d2, понял, что ситуация начинает, вечер перестает быть томным для моего соперника. После слон b7 что-то не могу найти, как вообще, как уравнивать, то есть что делать. b4, конечно, очень не хочется делать этот ход. Ну а что делать, да? Но с другой стороны, а что делать, да, хоть пешку защитить как-то. Я, причем, не удивлюсь, если все еще по-прежнему Каспаров был в анализе своем до этого момента. Но в любом случае он очень точно здесь играл. Но это его позиция, он очень сильно такие играет. Как, впрочем, и большинство других тоже. Ладья f8. Ну, в общем, здесь мне... Да, ладья a2. В этом была идея хода b4. Как-то вот так вот таким странным образом по второй выгнать ладью, потому что она страшная ладья, да? Ладья a2. Так вроде бы все почти близко. Ведь на самом деле кажется, что, ничья должна быть, да? То есть, что-то материала не осталось. Но вот не успеваю по темпам, да? Вот не успеваю нигде. Конь d5. Ну что, вроде бы все... Что там играть-то уже? А конь f4 грозит. Мне оказывается, что белые просто не успевают ничего. Как я там сыграл? Слон d4, какие-то, да, слон d4. Меняться он не хочет, конечно, тут, да? Меняться, конечно, сразу. Ничья, да, слон d4, так все бы хорошо. На конь f4, там как-то конь c3, я все успеваю, там, по-моему, по темпам. На конь f4, да, слон d4, если конь f4, наверное, ладья f2 я успеваю, да, пойти. Ладья f2, и все нормально. Мне осталось-то там 2 хода сделать, слон e3, конь c3, вообще никаких проблем. Но, к сожалению, ладья a8 очень сильный ход находится. Да, вместо конь f4, слон d4, ладья a8. И как-то на ладья f3, безумно опасно ладья f3, тут какой-то, по-моему, g5, что ли, ход, и конь f4 страшная угроза начинает. То есть, какая-то, по-моему, мне очень не понравился ход g5, конь f4. То есть, какая-то неожиданно там фигур-то не осталось на доске. У черных страшная инициатива просто. И после ладья a8 я решил, что от греха подальше перейти в какой-то неприятный эндшпиль, но хотя бы мат не получить. Да, конь c3. Размен ладья a3, слон d4. Но правда я тут посчитал, да, что слон d4, b5. Да, пешку надо... И вот тут очень важный, по-моему, я ход сделал, по-моему, ладья f4, что ли, какой-то ход. Это был очень важный.
Да, вот на этом, иначе, конечно, было бы очень тяжело. От ладья f4 я издалека заметил, что как-то неожиданно я начинаю грозить ладья g4, h4, да. И в принципе, при всем при том, что там, опять же, потом говоришь, Каспаров вот там упустил выигрыш или что, да нет, никакой выигрыша не было. У него был здесь единственный момент, где он мог получить шансы на выигрыш. Не более того, но только шансы. И причем единственным ходом, насколько я помню. Потому что как он сыграл, уже ничья. Тут надо было напрячься и пойти h5, что, конечно, не так просто сделать. Не очень хочется ходить h5. Да? То есть идея была g4 теперь пойти, моя. То есть мне надо контр-игру создать. Если он стабилизирует позицию, то будет тяжело, конечно. g4 как-то h4, по-моему, здесь он должен пойти. g5. Я этот вариант считал. Да, g5. Теперь как-то h3 не получается, там g6, что ли. То есть он должен ходить как-то ладья 2. Да, это как не получалось, там ничего хорошего не было. Ладья 2, и получался вот такой эндшпиль. Ладья бьет h4. То есть пешку я меняю, ладья g2 шах, он забирает мою на g5, король f1, ладья бьет g5, король там f2, да, вот такая, или король e2. Ну, что можно сказать, наверное, на e2 все-таки. Что можно сказать в этой позиции? Ну, 50 на 50, я считаю, прям шансы на выигрыш и на ничью. То есть у черных лишняя пешка, конечно, но, с другой стороны, разноцветные слоны, размен ладьи всегда сразу ничья. То есть, ну, пришлось бы мучиться очень долго здесь. Это мучение, конечно, но нельзя сказать, что это был упущенный выигрыш. Да? То есть, и причем похоже, что это был единственный шанс черных. То есть дальше вот, но он не пошел на это, он немножко поторопился. Вот надо было сесть ему, наверное, подольше задуматься. Он начал, мне кажется, на мой цейтнот играть. У меня уже оставалось не так много времени, хотя там уже ход, наверное, там 30 какой-то, да, или я, по-моему. Ладья f4, 31 ход. Да, да, ну, в смысле, эта позиция не такая сложная. Могу сделать, скажем, да, еще там, минут 10 еще было. А он как-то решил побыстрее сыграть и сделал какой-то довольно логичный ход ладья d3, такой хитрый. Но все, после ладья d3 уже ничья. И, кстати, любой другой ход вместо h5, по-моему, уже ничья. Да, h5 был единственный ход. Да, и ладья g4, и как-то он недооценил после ладья g4, то есть на g5, h4 он просто не успевает. Теперь уже мне отчасти повезло, что у меня по темпам все срастается, да, в обороне, то есть просто успеваю темп в темп. И он шах, король, ладья d2. Не, он сразу. Ну, я могу, да, g5 он сначала пошел, да, по-моему. h4. Да, но это не имеет значения все равно. Он мог дать шах сразу, ладья d2, но это к тому же приводит. После ладья d3. То есть ладья вот g4, он может дать шах на d1, король f2, ладья d2 шах. Но я все равно король e3 хотел ходить. Да, и после ладья бьет g2 просто получается ничейный эндшпиль. Потому что этот известный вот заборчик, то есть у черных в теории он выигран, потому что две пешки проходные, но на практике король просто не проходит. Я как бы забор слоном по диагонали ставлю, и король не в состоянии пройти этот забор, ну что мы увидим позже. Соответственно, тут, я думаю, Каспаров уже осознал, что не получается, да, то есть ладья g4, поэтому пока g5 сыграл, h4, как-то король f7, но не получается у него по темпу, потому что hg, и именно король f2, и он как-то там получается так, что на король g6 очень важно, да, что если король g6, то, по-моему, король e2 у меня еще ход дополнительный, чтобы не дать ему слон e3, ладья d5, еще как-то он. А вот король e2 и слон e3 я просто пешку забираю. То есть, ну, в смысле, вынуждаю его к этому эндшпилю ничейному. И получилось так, что да, что он, как он сыграл тут ладья d2 шах. Ну, то есть вот в этой позиции, да, ладья d2 шах, король e3, ладья бьет g2, размен, и после слон e5 он начал тут, да, я пошел слон e5. И все. Или, да, и он начал очень сокрушенно тут качать головой. Мне показалось, что он только тут полностью осознал, что просто не проходит король у него. То есть, если у него король на c4 прошел, то выиграно, наверное, да, у черных. Но просто не проходит. Я могу показать идею, что как я слоном стою по диагонали, как только он ставит, ну, допустим, на b8. Да, если у него король на c6, то я короля на d4 ставлю. Он не проходит. Например, если король пытается пройти на c4, да? А если...
Да, да. А если он проходит через f5 куда-нибудь, ну, то есть, допустим, как-то так, король d7, там слон e5, то есть, если он через c6, король 6, король d4, да, и он не проходит за счет пешки b5, нет поля b5, то есть, он с этой стороны не может пройти. Соответственно, пошли назад, король d7, да, то есть, если он пытается с этой стороны идти, после слон e5, король g6, не, король g6, в другую сторону. Сейчас. Король G6. Да, если он идет в эту сторону, то тоже не проходит, ну, допустим, слон b8, король f5, например, да, и король d4. Король d4, и неожиданно оказывается, что им, то есть, скажем, там g4, слон g3, просто король не проходит. А на король g4, скажем, да, то есть слон g3, просто я стою слоном, и он просто не проходит. А король g4, я успел король e3, как-то король g4, король e3. Если он стоит слоном, я тоже стою слоном. Как только он ходит король f5, я хожу король d4, не даю пойти e5, а как только король h3, я король f2. И получается, что он просто вот, я его так вот преследую, да, как защитник там, как защитник по флангу нападающего, да, и мяч в угловой выбиваю, да, не даю навесить ему. То есть, и вот таким вот получается, что несмотря на две лишние пешки, позиция ничейная. Он, да, сокрушенно очень качал головой, но предложил ничью, понял, что ничья. После чего на пресс-конференции сказал, что у него было выиграно, он опустил форсированный выигрыш. Но это на эмоциях, я понимаю. Я сказал, что я форсированного выигрыша не видел, но проблемы были. В общем, с одной стороны, в принципе, я, наверное, неплохо в некоторой степени защищался. Но с другой стороны, где-то вот повезло, пронесло, можно сказать, немножко. Да. Могло закончиться все намного хуже в этой партии. А не было ощущения, Жуэль, что матч пошел по другому сценарию? Вот ты свою, как бы Володя не выиграл две, ну не скажем выиграны, позиции с большим перевесом, некоторые форсированно выиграны, и тут вот Каспаров перехватывает, начинает играть в свою игру. Не помнишь, какие были... Ну, особенно могло появиться такое впечатление, потому что впервые мы попали в его подготовку, да, как раз вот к 8-й партии он наконец смог продемонстрировать одну новинку сильную, вот, после которого, конечно, да, было непросто. Это был, наверное, самый напряженный момент, мне кажется, у нас, как бы в нашей команде, потому что я помню, что Володя был недоволен после этой партии. Хотя, собственно, никто ему не говорил, что надо играть ферзь c2 на Немцович. В общем, мы готовили Е3. Но, в общем-то, надо было на кого-то, в общем-то, оторваться. В общем, нам было сказано, что надо доработать что-то. Что-то надо доработать. Консерватория. Не, ну я помню, Жаль, извини, я тебя перебью. Я причину назову. Нет, причина была. Хотя, может, причина была в том, что я, кстати, сейчас вспомнил, когда ты это сказал, я вспомнил, почему я пошел в ферзь c2, потому что в Е3 там какие-то были проблемы, которые как-то вам не удалось решить, и я вот, ну, к тому моменту, и вот как-то, то есть вы мне показали, мне не понравилась там позиция какая-то, да, и вот поэтому, хотя, может быть, я был неправ, да, может, и неправильно, но вот я поэтому как-то вот на ферзь c2 пошел, мне показалось, что недоработано еще Е3 до конца. Ну и, конечно, так сказать, после партии надо же на ком-то выместить злобу. Ну, ничего такого страшного не было. Просто сказал, что, ну, работать не умеете. Что правда, да, Жень? Да, из-за вас побороться за равенство после 10-го хода белыми, в общем, ну и так далее, в общем. Ну, нормально, подбодрил, в общем, команду. Володя, а ты как спал в это время? Ты помнишь вообще, как отдыхал, удавалось ли восстанавливаться, как вообще все это проходило? Ну, я спал нормально, более-менее. Я просто помню одно, что очень большое нервное напряжение. Вот такое оно постоянное, да. То есть оно было вот практически только во сне ты его не чувствуешь. А так, даже выходной день, я помню, даже там на прогулке выходной день, вот все время вот это вот какое-то нервное напряжение. Вот это я помню, я это ощущал, и я впервые, наверное, в жизни, в своей карьере вот чувствовал то, что не обязательно в день игры, не обязательно за час до игры, а вот даже выходной день, то есть оно есть, оно вот таким фоном идет, стабильным фоном, да, и чем ближе конец матча был, тем тяжелее его было выдерживать, просто я помню, что даже мы даже, по-моему, говорили в какой-то на прогулке, что вот, ну,
я уже не знаю, лишь бы только закончился матч, мне уже тяжело выдерживать это нервное напряжение. Постоянное, да, такое стабильное. Так что вот это помню. А так спал более-менее, более-менее. Я предлагаю по Николаевич регламенту, всё-таки Володь, я предлагаю 9-ю, 10-ю партию посмотреть, по-моему, уже 2:15 в эфире, и оставить на последний такой короткий эфир, последний... А я предлагаю, ты знаешь, 9-ю посмотреть, давай. 10-ю, потому что иначе же никто больше не будет смотреть наши стримы. Интригу, Если мы да? покажем Интригу 10-ю, оставим. Интригу оставим. Никто не придет на следующий стрим, кому мы нужны. А вот 10-ю Хорошо. оставим, да, и вот, так что давайте, может, 9-ю. Давайте, да, 9-я А партия. что 9-й-то было вообще? 9-й партии ты Берлин, играл с что ли? Опять черными. Берлин? Да, вот Каспаров вдруг неожиданно к Е4. Надо признать, что к этому моменту С4 уже так довольно крепко подготовили. Уже так на 3-ю партию я уже какие-то основные линии подготовил, но вот в этот момент Каспаров вернулся к Берлину, хотя по большому счету С4 мог бы еще продолжать. Но решил сменить пластинку, да, я сыграл опять этот эндшпиль. И мы, по-моему, уже начали готовить, когда к 5-й, к 7-й партии, где Каспаров играл С4, мы как-то уже решили сменить пластинку короля все-таки в другую сторону, отправлять на Е8, благо тоже там все было не так уж просто. И я решил все-таки не повторять король С8, по-моему, я пошел король Е8, да, здесь сразу. Конь С3, не, H6 вот. Да, ну пока H6, там есть свои нюансы, не принципиально. Он ладья D1 шах, нет, да, правильно, ладья D1 шах, король Е8, да. И H3, видимо, было сыграно. Я какой-то ход А5 сделал. Не сверх хороший ход. Он имеет смысл, так играли иногда, да, но... Главное, конечно, был смысл, что ход редкий, что Каспаров его глубоко, наверное, не смотрел. Но хотя он его смотрел, он, в общем-то, отреагировал очень неплохо. Да, слон F4, слон Е6, да, это все логично, то есть G4, чуть-чуть вот опять то же самое случилось с ним. То, что действительно он перевес-то получил по дебюту здесь тоже. Но чуть-чуть не тонко сыграл и выскользнул я опять, как уж опять очередной раз. То есть конь d4, он очень сильно отреагировал. Это, видимо, самое сильное на А5. То есть работу он проделал, он и его секунданты очень серьезную, очевидно. Да, поэтому конь d5, конь ce2. Вот это очень сильно. Мы, по-моему, даже когда перед... этой партии, когда мы эту систему чуть готовили, по-моему, это было самое неприятное. Мы, в общем-то, и решили, что все бы ничего, вот здесь, конечно, проблемки есть. Причем даже, по-моему, была партия Фишера здесь. Даже Фишер, он пошел комбит D5 сыграл, CD и там с кем-то там. Выиграл, конечно, все равно, но тут нормально у черных, здесь близко к равенству. А вот Каспаров конь Е2 пошел, и здесь слон С5. Но тут игра как? Вообще-то в этом варианте, если белые успевают забрать слона на Е6 в этой позиции, и коня успеть перевести на Е4, то это крайне неприятная вообще история. Крайне неприятная. Поэтому на самом деле игра идет очень, очень такая по ходам. Слон С5, и идея тут в чем? Я хочу слона на коня поменять, как ни странно, здесь это выгодно. В принципе, теоретически. Вот где-то здесь был очень тонкий ход, надо было сделать. Какой-то был очень тонкий ход. Честно скажу, не помню. Не то, чтобы что-то скрываю, не помню. Все бы хорошо, но вот какой-то был очень тонкий ход, который, по-моему, перевес дает белым. Я не знаю, по-моему, С4 сразу. Вот так, да? Вот сразу С4. Да, вот именно сразу, до взятия. Что выглядит странно, кажется, но взять-то все равно придется. А вот почему-то это очень важно оказывалось. И вот именно до взятия здесь лучше, потому что если я беру на F4, на C4, там как-то конь F5, ладья C1, что-то там совсем все плохо становится. Не успеваю я как-то там по тактике. А C4, конь B6, если я хожу. Если хожу конь B6, как и в партии, то тут как-то, да, вот вместо конь бьет E6, C4, конь b6, b3, вот как-то здесь оказывается, что это очень важно, что он пока не взял на e6. В каком-то варианте это очень важно, оказывается. И здесь у белых лучше. Тоже, конечно, борьба, то есть не то, чтобы там совсем плохо, конечно, но вот это, видимо, перевес был. А Каспаров, логично, побил на e6, это вообще самое такое логичное решение.
что там, причем, чтобы не считать какие-то возможности слон бьет d4 ходов, ну, логично, но, как ни странно, здесь темп в темп все успевают черные. Опять вот стратегически стоят не очень хорошо, но по темпам успевают. Именно конь b6 это очень важно. И на b3, a4, вот это очень важный ресурс, что я успеваю создать игру по линии А, потому что иначе, если белые успеют поставить пешку на а4 в этой позиции, то радость будет небольшая. То есть белые просто контр-игру забивают на этом фланге и потихонечку начинают надвигать пешки там, и позиция довольно тяжелая у черных. Но именно вот то, что я напал и а4. Вот это было очень важно. И теперь вроде бы, да, опять вот я вот так вот как-то мерзко. Я представляю, наверное, ощущение Гарри Кимича. То есть все время как бы у него стратегически лучше, а все время какая-то мелкие цепляния, и он постоянно в каждой партии вот эти мелкие цепляния не дают вроде бы стратегически выиграть партию, да, вот провести план и спокойно выиграть, все время вот какая-то контр-игра. И, наверное, это очень раздражает, да, вот, потому что кажется, что ты лучше стоишь по структуре, по всему, а вот ход постоянно не получается, да. Сейчас-то уже люди привыкли к тому, что это и есть Берлин, да, что у тебя структура хорошая, а вот постоянно по темпам черные успевают. И вот а4, вот здесь, да, слон d2. Ну, идея в чем? Белым надо успеть поставить, скажем, опять же, если они, что хочет Каспаров? Хочет перевести слона на c3, коня на e4 в идеале, и просто начинать потихоньку надвигать пешки. Но не все так просто. Не все так просто, как там я сыграл. Король f7. Король f7. Слон c3 Ну, поставил. не даю ему по темпам все время. Слон c3, ладья d8. Теперь после ладья d8 у него тяжелый выбор. Ему надо выбирать, какую из линий отдавать. То есть или линию d отдавать, или линию а отдавать. Да? То есть не получается удержать одну из линий. Потому что на b4, например, я ухожу слоном, и пешка c4 висит. То есть он на c5 уже конь d5. Да? То есть вот это дергание такое мелкое, да, такое. Да, но тут уже я закрепился. То есть ему чуть-чуть-то всего ничего, скажем, в этой позиции коня на e4, короля на e2, и, в общем, по сути, стратегически партия решена, там уже добивание идет. Но не успевает все время. То есть как там где-то король g2, наверное, он пошел. Ладья d8, король да, g2. он решил отдать линию d, по ней меньше полей вторжения. Да? Король g2 и ладья d3. То есть я все время опять цепляю, не даю коня перевести, да, куда-то на e4. Ладья d3, ладья c1, кажется, да, он должен как-то удержаться. Ладья c1. То есть его теперь задача, да, как-то выгнать мою ладью каким-то образом, ходом где-то конь f4, все-таки короля подвести на e2, перевестись, опять же, если он переведется, и при одной паре ладей все будет неприятно очень. Но все время не успевает по темпам. Как я там сыграл, я уже не помню. g5. По-моему, g5, да, вот очень важный ход g5. Опять все время как-то идея в чем, что f4, там слон e3 все время, да, и я теперь начинаю готовить какой-то неожиданный маневр при случае конь d7, конь f8, конь g6. Крайне неприятно. Если, кстати, перейду, могу и лучше получить, да. Вот такой перевод неприятный. То есть ему тоже надо быть аккуратным здесь. Значит, что произошло дальше? Ладья c2. Он готовит f4, да, АБ. И что я там сделал? Какой-то еще один аккуратный ход. Да, конь d7. Повел, да, он как-то он уже должен реагировать на все это. Да, ладья А2. Ну, к сожалению, я вынужден был АБ бить. Здесь единственное, что у него линия А появляется. Но ничего страшного, потому что этот перевод коня, конь все-таки очень сильно А почему заходит, вынужден был АБ играть? А потому что на конь d7, я думал, мне БА очень не нравилось. БА, опять ладья b2, как бы там пешка А не прошла. То есть он начинает пешка А, то есть вот это мне не нравилось. Поэтому пришлось АБ. Но ничего страшного, линия А, конечно, дело такое, но все равно, все-таки у него слишком фигуры плохо стоят. Да? То есть, скажем, если конь g3, я уже слон d4 к пешке e5 цепляюсь. То есть вот как-то... Вот в этом Берлине все время как будто в понедельник, да, мама родила, то есть все время что-то не получается перевести. Впрочем, не только у Каспарова, у большинства игроков. То есть черных ресурсов, вот эти постоянные тактические, их очень много. Да, ладья А2, что я там, какого-то слона убрал, наверное, хочу теперь конь c5. Тут достаточно форсированно пошла игра, то есть, как ни странно, в общем-то и черным, и белым надо быть аккуратным, потому что черные начали выскакивать. Где-то при случае можно и хуже получить белыми. То есть надо все-таки быть внимательным.
Поэтому он тут форсировал, как тут довольно форсированная пошла игра. Ладья А7, но уже он вынужден, чтобы вообще хуже не получить. Конь С5. Вот удалось как-то создать игру. F3 какой-то ход, да, почему-то. Потому что на B4, конь E4, вот опять все, он там темп в темп не успевает. Конь слон E1, ладья D1, все время напал, не получается вот ничего, да. Как бы не даю спокойной жизни. Поэтому F3. Но с другой стороны, правда, тоже он и B4 грозит. Но вот конь B3 и ладья B7, конь C1. Вот точный ход, да. Опять, правда, на темпе все, потому что иначе было бы хуже. На конь c1 и, получается форсированная позиция просто ничейная. То есть он должен брать на c1, ладья c3, там конь e2, например, да, там ладья бьет c4, или там ладья бьет c4, ладья бьет c7, там, и ничья просто, в принципе, тут ничейная позиция. Поэтому где-то тут то ли я, то ли он ничью предложил, я уж не помню. Он. Да. Он, да? Да, в общем, здесь ничейная позиция просто. Пешек поровну и, в общем-то, да. Так что получилось, я считаю, что это как раз партия очень хорошая получилась. То есть в плане того, что я очень точно играл, ни одной, скажем, везде было опасно, как и обычно, но неточности не совершал, все очень точно, аккуратно, все срослось по темпам. То есть нельзя сказать, что он где-то, за исключением дебюта, вот хода c4 до коня e6, что он где-то мог реально как-то что-то, проблемы какие-то поставить. И я думаю, что она могла его очень, так сказать, смутить именно тем, что вот буквально одну небольшую неточность он сделал, и все, и уже ему не удалось даже проблемы поставить. То есть это было, в этом плане я был очень доволен этой партией. Женя, вот какие ощущения сейчас, вот глядя на эти партии? У меня такое чувство, что очень интересные шахматы, вот что как бы партии очень содержательные, очень как-то тонкая какая-то борьба идет, ход все время на 3 результата идет игра. То есть сейчас таких партий в матче на первенство мира не увидишь. У меня та же мысль просто сверлит. Я не могу понять, в чем дело, что такого случилось, почему, если посмотреть этот матч по содержанию, он и по накалу, и в общем-то, и по качеству, ошибки, да, но и какие-то интересные замыслы, решения, концептуальные решения дебютных проблем, там целые выплескивали, буквально там смена рук происходила, Каспаров сыграл c4, d4, e4, да, Володя там тоже играл разные системы. И во что это выродилось в последнее время, какие-то, вот может быть, если мы их начнем, эти матчи, также глубоко смотреть с Бори Гельфандом и с Вишанандом, и тоже мы, наверное, увидим какую-то колоссальную внутреннюю интригу. Но вот общее впечатление, которое сохранилось, какая-то скука, безнадежность царили на шахматной доске. Не могу понять, в чем дело, что такого, почему тут жизнь бурлила, а потом какое-то вырождение этих матчей, а уж последний, вот по общему ощущению, которое больше завораживало зрителей какой-то внутренней интригой, какой-то невысказанной динамикой, энергией. А вот на доске мы этого не видели. А здесь просто, потрясающая жизнь была. Борьба сумасшедшая шла. Драматически, это не комедия, это драма такая настоящая, полноценная, роли какие-то там отрабатывали. Очень хорошее впечатление. Было на что посмотреть. Участники, как я бы сказал, отработали каждый пенни, который на них потратили английские спонсоры. Нет, Жень, понимаешь, я думаю, что, к сожалению, очень много проблем стало из-за развития дебютно и, конечно, компьютеров. То есть проблема в том, что, я не знаю, не всегда в матче на первенство мира сейчас там готовы, скажем так, участники, может, каждую партию играть на пределе, но в любом случае просто настолько выучены дебюты, что просто некуда идти почти, да, то есть там до ничей доведены все эти линии, которые мы играли, там уже везде показано уже, ничья, только запоминай и выходи. И вот очень, скажем, половина партий сейчас в матче на первенство мира, по сути, белые не могут игру завязать. Не то, чтобы тут, как мы видим, здесь белые, как минимум в половине партий просто перевес получали в нашем матче, если не больше.
сейчас какой переезд? Просто какую-то игровую позицию с минимальным каким-то хотя бы давлением, таким моральным хотя бы. И вот из-за этого, я думаю, проблема во многом от этого идет, да, что очень сложно стало просто получить какую-то игровую позицию, относительно незнакомую, которая до конца не досмотрена с компьютером, к сожалению. Жоэль, у тебя такие Ну, же я- ощущения, да? Я хотел добавить здесь, что, конечно, здесь надо все-таки не умалять заслугу нашего педагога сегодня, да, потому что Володя же очень все понятно объясняет, и, в общем-то, без его, скажем так, объяснений все эти вот, ну, прыгания там коней там по доске там и какие-то сдвоенные пешки, в общем, ну, не производили бы там какого-то внятного впечатления. И я думаю, что поскольку, тем более у Володи всегда стиль был очень рациональный, то есть он всегда, ну, можете и не говорить про доказание теоремы там в математике, но, по крайней мере, он всегда идет по очень четкой, выверенной логической линии, да, и поэтому ему потом в этом смысле проще, может быть, других объяснить, почему он делал такие ходы и какие мысли посещали. И что немаловажно, даже по прошествию там 20 лет, все остается довольно четко в голове, да. А на самом деле дело в том, что многие игроки, они, ну, может быть, и мыслят очень интересно, но не очень способны внятно рассказать о своих мыслях во время партии. Я думаю, что здесь это немаловажно. Я просто вспоминаю далекое детство, когда, значит, в школе там ходил на вот эти вот классы французской литературы, а мне попался очень талантливый там, значит, преподаватель, который рассказал там про книгу Флабера, да, вот это вот «Мадам Бовари», значит. Ну, я сам читал, думал, скучнейшая книга, как это вообще можно считать классикой вообще, о чем тут читать, там, как эта буржуазная дама там размечталась там изменять мужу, там, и все. Значит, она так это, что я вот понял, что как не просто быть женщиной, да, я был мальчиком, надо понимать, что это не просто, да, вот объяснить это. Поэтому в этом смысле, поэтому нам интересно, поэтому я надеюсь, что зрителям тоже интересно, потому что Володя, ну, блестяще объясняет и рассказывает. Нет, но все-таки, мне кажется, шахматы сильно, конечно, изменились. Вот опять же, что в матче на первенство мира какие-то новинки, какие-то такие зубодробительные, какие-то, кто-то что-то не посмотрел, но сейчас это уже невозможно. По полгода люди там штудируют все тома своих энциклопедий в Chessbase, там где-то на 30-м ходу кто-то маленькое уточнение, к контролю уже разошлись. Очевидно, что люди готовы играть, наверное, в другие шахматы, но просто сейчас действительно возможности, видимо, уже нету. Поэтому... Ну, сложно стало, бывает, но сложно, да. Да, поэтому Владимир Борисович дошел до идеи играть без рокировки. Я теперь понял, откуда ноги растут. Отчасти, да. Не, отчасти, Ну, да, меня это самого, в общем-то... Не, я не к тому, что это хорошо, нехорошо, это реальность, и винить никого нельзя, но Нет, конечно. пока еще все не так плохо, но вот именно матч на первенство мира, когда люди готовятся по полгода, штудируют там с машинами, с группой секундантов, вот тут, конечно, становится тяжело очень, да. В турнирах-то еще ничего, в турнирах, ладно, а вот матч на первенство мира, может быть, какие-то придумывать форматы, я имею в виду какой-то там, не знаю, жеребьевку на цвет какой-то, что-то придумать чуть-чуть такое, чтобы хотя бы не было вот, ну, как-то нельзя было выплескивать вот эту вот безумную подготовку, где практически, ведь что сейчас происходит, что играется какой-то дебют, там испанская партия, и я знаю, все, в принципе, так работают, шахматисты, то есть они анализируют, ну, все ходы, вот Е4, Е5 и пошли, D4, D3, конь C3, C3, G3, все ходы просто. То есть нет хода, который бы не посмотрел, потому что сейчас с новыми машинами легко их проанализировать. И, в принципе, вот какой-то просто у тебя уже невозможно ход найти, который бы не был досмотрен до очень четкого, ясного равенства, где, в общем-то, дальше человек уже не ошибется. И, конечно, есть небольшая проблема, но она только в этих матчах на первенство мира, и то не всегда. Иногда все-таки какую-то удается борьбу завязать, но для этого нужно желание, так сказать, как минимум одной из стороны, а иногда и обеих сторон. Если оба хотят играть без риска, то, ну, так, очень спокойно, не брать на себя излишний риск, то, по большому счету, очень сложно завязать борьбу сейчас уже в шахматах, именно в матчах на первенство мира. Ну, еще я хотел бы добавить одну мысль, да, что в каком-то смысле, мне кажется, Володя последний из магиканов. Что я имею в виду? Я имею в виду, что неспроста он был учеником этой блестящей школы, значит, Ботвинника Каспарова.
Потому что хоть и у всех троих там стили довольно разные, да, и у Ботвинника, у Каспарова, и у Володи, всех объединяет, по крайней мере, концептуальное там понимание шахмат, да, что в каждой позиции нужно искать какой-то смысл, то есть, ну, не хаотично там перебирать ходы, там считать там, направо-налево, а ну, должна быть какая-то ведущая идея, да. На самом-то деле, мне мало у кого есть такой подход, кроме как у этих игроков. Даже взять того же Ананда, который современник там Володи, да, даже старше его, он, наверное, вряд ли так сможет четко рассказывать ход мысли, почему он вот пришел к этой мысли в итоге после там раздумий. Да. Он как-то что-то чувствует, что-то считает, что-то там решил импульсивно. То есть мне кажется, что вот это, наверное, эта черта, она немножко со временем немножко исчезла. Хорошо. Жоэль, скажи, пожалуйста, вот ты один из немногих людей, которые после шахматной карьеры успешной делаешь не менее, а может быть и более успешную карьеру в бизнесе. Как вообще ты вот, если уже мы заговорили о современных шахматах, ты вообще сталкиваешься с шахматами в жизни как-то? Какие-то новости, может быть, слышишь? Или только общение, вот условно, с Володей какой-то? Шахматы в жизни вообще есть, Жоэль? Расскажи нам. Или мы думаем, Нет, что... конечно, конечно. Нет, одно могу сказать точно, что вот появление вот AlphaZero всех очень сильно взбудоражило, да, то есть вот эта вот история. Ну и опять же, вот это очень красивое, скажем так, наблюдение, что сильнейшая теперь программа, она в чем-то имитирует человека, да, и в итоге ощущение, что возрождается вот это то понимание человека в шахматах, только побеждают теперь сильнейшие машины, которые, ну, те шахматные программы, которые всегда играли как компьютеры, которые и считать умеют, больше ничего, да. И я думаю, что, да, это вот такое очень интересная глава в истории шахмат. Ну, на мой взгляд, это ярких событий. Ну, плюс, конечно, как бы нескончаемая череда подвигов там, интересует не только шахматиста, да. Я думаю, что многие об этом слышат. Ну, по крайней мере, все знают его, и все знают, что он из такой непонятного места для шахматного, для шахматиста, я имею в виду там, из маленькой страны, там, Норвегии. Поэтому вот какие-то такие моменты доходят до, скажем, обычных людей, да. Ну, хорошо. Ладно, будем надеяться, что компьютеры все-таки не заменят шахматы, хотя AlphaZero это действительно очень интересно. Ну что, друзья, спасибо вам огромное. Да, кстати, у нас в чате вот есть человек с ником Йозеф Рэш. Я не знаю, это настоящий Йозеф Рэш или нет. Судя по комментариям, настоящий. Настоящий. Он отметил, что вот слева от Владимира, ну, если мы, как мы смотрим, стоит тот самый кубок, который он получил в 2000 году. Но мы пока не будем, пока мы матч не закончили, не будем. Мы об этом еще расскажем, да. Расскажем. А пока только передам большой привет Йозефу, моему большому другу давнему и соратнику, и благодарность за этот кубок. Ну а почему, расскажем в следующем эфире. О, интересно. Хорошо. Женя и Жоэль, спасибо вам огромное. Надеюсь, мы с вами сможем договориться и ударно закончить матч. Нам осталось не так много, 6 партий. Спасибо, Володя. И тогда всех ждем на следующий эфир. Всего доброго, до свидания. Спасибо, что смотрели. До свидания всем.